Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о таком шаблоне, как блок. Перед вами сейчас открыта официальная документация, переведенная на русский язык. Ссылку на документацию я оставлю под видео. И в этом видео предлагаю сначала рассмотреть, что такое блок, на какие слои он разделяется, за что отвечает каждый слой, а затем уже рассмотрим блок на практике. Во всех примерах ранее мы меняли состояние виджета с помощью метода setState. На самом деле это достаточно удобно, когда state виджета имеет одну-две переменные и не содержит сложной логики. Однако приложения в реальном мире могут иметь достаточно сложную и запутанную бизнес-логику. И если реализовывать всю ее в классе state виджета, то получится гигантский трудноподдерживаемый спагетти-код. Поэтому для грамотной композиции и составления архитектуры кода такого проекта мы можем применить блок. Итак, что такое блок? Блок – это акроним от Business Logic Component, компонент бизнес-логики. Это шаблон, созданный Google для управления сложным состоянием приложения. Как следует из названия, это компонент, отделяющий бизнес-логику приложения от пользовательского интерфейса. Такой компонент содержит код, который можно повторно использовать где угодно, в другом модуле, на другой платформе или в другом приложении. Отделение пользовательского интерфейса от бизнес-логики для Flutter очень важно. То есть в нашем пользовательском интерфейсе вообще не должно быть ничего лишнего. Равно как и бизнес-логика ничего не должна знать про пользовательский интерфейс, который к ней обращается. Благодаря такому тщательному разделению ответственности мы получаем полностью изолированный компонент, который можно легко тестировать независимо от UI и использовать в другом окружении. Этот компонент и есть наш блок. Использование блок позволяет разделить наше приложение на два слоя. На слой представления UI и на слой блок или бизнес-логику. Давайте посмотрим на эту картинку. Слой блока принимает событие, event, который сгенерировал пользователь, а уже блок создает и возвращает новое состояние, state, для уровня представления в зависимости от события. Получается, что ответственность уровня блока заключается в том, чтобы отвечать на события из уровня представления новыми состояниями, а ответственность уровня представления состоит в том, чтобы выяснить, как визуализировать себя на основе одного или нескольких состояний, которые вернет блок. Если же наше приложение получает данные по сети или из базы данных, то к нашему блоку добавляется еще и третий слой – слой данных. Этот слой является самым низким уровнем приложения и взаимодействует с базами данных, сетевыми запросами и другими асинхронными источниками данных. В свою же очередь, слой данных можно разделить на две части. Это поставщик данных и хранилище. Ответственность поставщика данных заключается в предоставлении необработанных данных. Он обычно предоставляет простые API для выполнения операций CRUD. А уровень хранилища представляет собой оболочку вокруг одного или нескольких поставщиков данных, с которыми связывается уже уровень блок. Здесь думайте о блок как о мостике между пользовательским интерфейсом и уровнем данных. В данном случае слой блока принимает события, сгенерированные пользовательским вводом, а затем уже связывается с репозиторием, чтобы создать новое состояние для уровня представления, для дальнейшего использования. Это делает архитектуру удобнее, понятнее и масштабируемой. Также это снижает зацепление модулей, разнося код на уровне абстракции. Это все, что касается теории. В следующих видео мы создадим блок на потоках, стрим и с использованием библиотеки FlutterBlock, а также рассмотрим, как связывать блок с пользовательским интерфейсом через Stream Builder и Block Provider. Всем привет! В этом видео реализуем блок на потоках, стрим. Итак, блок – это компонент, который инкапсулирует в себе свой бизнес-логики приложения, который позволяет UI подписываться на изменения состояния. Вкратце это можно представить простой диаграммой. На вход поступают события, а на выходе имеем state, который используется виджетами. Исходя из этой диаграммы, можно сказать, что события являются входом в блок. Они обычно добавляются в ответ на действия пользователя, к примеру, нажатие на кнопки.
а состояния являются выходом блока и представляют часть состояния вашего приложения. Компоненты пользовательского интерфейса могут получать уведомления о состояниях и перерисовывать свои части в зависимости от текущего состояния. Сам же блок преобразует стрим входящих эвентов в стрим исходящих стейтов. Что же из себя представляет блок в коде? По сути, это просто класс с реактивными потоками внутри себя, которые, в свою очередь, манипулируют поступаемыми извне данными и позволяют UI подписываться на результат вычислений. Итак, давайте подробнее разберем, как в Dart представлено реактивное программирование и что такое streams, потоки. Реактивное программирование – это программирование с асинхронными потоками данных. В традиционном императивном стиле мы обычно пишем код следующего содержания. К примеру, у нас есть текстовое поле, ему назначаем обработчик, реагирующий на ввод нового символа. В обработчике добавляем объект, у которого вызываем метод обновления текстового поля в модели. То есть мы четко описываем каждый шаг. В реактивном подходе все выглядит немного иначе. Текстовое поле связывается с конкретной переменной в модели. И как только пользователь начинает что-то печатать, эта переменная сразу принимает то значение, которое сейчас содержится в текстовом поле. Для реализации реактивных сценариев язык Dart по умолчанию предлагает класс StreamController. Это обертка над потоком stream, которая позволяет отправлять данные в поток. Stream или поток – это последовательность асинхронных данных. Если вы не знакомы со stream, просто подумайте о трубе, по которой течет вода. Труба – это стрим, а вода – это асинхронные данные. Итак, StreamController позволяет нам моделировать поток данных с помощью двух составляющих. Это Sync и Stream. Sync – это входной поток, куда пользователь добавляет события. А Stream – это выходной поток, который слушает один или несколько объектов и реагирует на изменения. Итак, давайте все это дело разберем на практике. Итак, я уже создал новое приложение и назвал его блок Stream Example. Предлагаю создать такое приложение, которое будет иметь анимированный контейнер и две кнопки. Контейнер будет менять цвет в зависимости от нажатой кнопки. Итак, давайте сначала создадим интерфейс нашего приложения. Давайте я здесь уберу лишний код. Итак, я реализую класс MyHomePage, который будет унаследован от Stateful виджета. Возвращать мы будем не контейнер, а scaffold. Давайте у scaffold реализуем AppBar. Title я назову как блок with stream. Размещу title по центру. И теперь реализуем параметр body. Body у нас будет содержать анимированный контейнер. И сразу его разместим по центру. Анимированный контейнер будет иметь высоту 100 и ширину 100. Цвет нашему контейнеру я задам красный по умолчанию. И анимацию цвета мы будем производить в течение полсекунды. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот наш красный анимированный контейнер. И теперь реализуем две кнопки, по нажатию на которых мы будем изменять ему цвет. Итак, я воспользуюсь параметром FloatInActionButton. Кнопки я буду располагать в ряд, поэтому здесь я использую виджет Row. Наши кнопки предлагаю разместить справа от нашего приложения, поэтому у виджета Row реализуем MainAxisAlignment и установим значение End. И теперь в этот FloatInActionButton мы положим наши две кнопки. Для этого я буду использовать
Widget Floating Action Button. Давайте цвет первой кнопки я задам красный. И сразу реализую метод onPressed. Его пока оставлю пустым. Сделаем небольшой отступ, используя Sized Box между кнопками. И здесь также создадим еще одну кнопку. Но только она уже будет зеленого цвета. Итак, вот у нас появились две кнопки. Зеленого цвета и красного. Давайте теперь создадим новый файл. Файл я назову как colorblock.dart. И в нем реализуем класс, который будет содержать наш блок. Класс я назову как colorblock. Но перед тем, как мы будем реализовывать блок, давайте сначала создадим enum, который будет содержать в себе события. Событие назову как colorEvent. И как вы, наверное, догадываетесь, у нас будет два события. Это нажатие на красную и зеленую кнопку. Поэтому давайте я первое событие назову как event_red. Второе событие назову как event_green. Теперь в класс colorblock положим значение цвета, которое мы будем менять. В данном случае я определю переменную color, которая будет по умолчанию хранить красный цвет. Давайте мы с вами подключим библиотеку Material. Итак, перед тем, как идти дальше, давайте взглянем на следующий слайд. Рассмотрим механизм работы класса colorblock. Когда мы нажимаем на кнопку, мы наше событие должны добавить и отправить в поток stream. Для того, чтобы отослать события или данные в поток stream, нужно реализовать stream-контроллер, который позволяет нам моделировать этот поток данных. Поэтому давайте реализуем сейчас в коде stream-контроллер для событий colorEvent. Переменную для stream-контроллера я назову как input_event_controller. Это у нас будет stream-контроллер, и который будет принимать тип colorEvent. Теперь предлагаю описать getter для входного потока. Для этого мы воспользуемся типом streamSync, который будет содержать наш colorEvent. И это у нас getter. Getter я назову как input_event_sync, который будет возвращать input_event_controller. При этом мы должны его передать с параметром sync. Что такое sync? Sync — это входной поток, куда пользователь добавляет события или данные. И вот через него мы будем передавать ивенты в блок. Поэтому мы у нашего input_event_контроллера вызываем sync для того, чтобы добавить события в поток. Кстати, геттеры удобно делать. Во-первых, так гораздо проще, чем каждый раз писать input_event_controller sync. А во-вторых, вы даете входу или выходу осмысленное имя, что позволяет легче понять его назначение и тем самым улучшает читабельность. Итак, поток для событий создали. Теперь необходимо создать поток, куда мы будем передавать новое состояние. Поэтому опять же создадим stream-контроллер для нового состояния, который уже будет содержать в себе тип color. Второй поток я назову как output state controller. Это у нас будет stream-контроллер, который будет содержать тип color. Наше состояние у нас будет иметь тип color, потому что мы работаем с цветом. И ожидаем получить состояние от события в виде цвета, в виде типа color. И также опишем getter, но только уже для выходного потока нашего состояния. Для этого воспользуемся типом stream, который будет содержать тип color.
Это у нас будет getter. И выходной поток я назову как output state stream. И возвращать он у нас будет output state controller, но уже с параметром stream. Где stream — это выходной поток. И теперь осталось реализовать метод, который будет преобразовывать события в новое состояние. Метод будет у нас называться как map_event_to_state. Данный метод ничего возвращать не будет. Сделаем его приватным и назовем как map_event_to_state. В качестве параметра он у нас будет принимать событие event. И здесь мы сделаем проверку. Если event, наше событие, равно color event red, тогда мы значение нашей переменной color устанавливаем в красный цвет. А иначе, если наш event будет равен color event green, тогда мы нашу переменную color устанавливаем в зеленый цвет. А иначе давайте отобразим ошибку. К примеру, назову ее как wrong event type, то есть неправильный тип события. Итак, в методе map_event_to_state мы преобразуем полученный event в данные бизнес-логики. В нашем случае меняем цвет. И после того, как мы получим новое состояние, в зависимости от события, его нужно добавить в выходной поток, используя метод add_usync. То есть мы берем наш выходной поток output state controller, вызываем sync и вызываем usync метод add, куда мы должны передать новое состояние, которое будет содержаться в переменной color, в зависимости от нашего события. После того, как мы преобразовали наше событие в новое состояние, передали новое состояние в output state controller через sync, используя метод add, теперь нам нужно подписаться на прослушивание выходного потока для нового состояния. Для этого давайте создадим конструктор colorBlock. И в этом конструкторе мы берем наш input event controller, вызываем у него stream, у stream вызываем метод listen, и в метод listen мы передаем наш метод map_event_to_state. То есть здесь мы подписываемся на поток и обрабатываем события, пришедшие со стороны UI, и трансформируем их уже в новый state через метод map_event_to_state. И по окончании работы потоков их нужно закрыть. Для этого я реализую метод dispose. Итак, мы закрываем сначала input event controller через метод close, а затем закрываем output state controller через метод close. Почему закрываем именно контроллеры? Потому что стрим контроллер — это обертка над потоками, и через него как раз и создается стрим. Все, наш компонент блок готов. Теперь как использовать стрим в пользовательском интерфейсе. Давайте перейдем в main.dart. И сначала давайте добавим наш блок в state нашего приложения. Обращаемся к colorBlock. Переменную назову как блок. И ее проинициализируем конструктором colorBlock. Итак, чтобы UI, то есть нужный нам виджет, мог обновляться в соответствии с изменениями, поступающими от потока stream, мы наш виджет AnimatedContainer должны обернуть в специальный виджет, который называется StreamBuilder. Поэтому обернем наш контейнер в этот виджет StreamBuilder.
Виджет Stream Builder имеет три параметра. Это Stream, Initial Data и метод Builder. Давайте сначала реализуем параметр Stream. В параметр Stream мы должны указать поток с данными. В нашем случае это выходной поток с новым состоянием. Для этого обращаемся к переменной блок и вызываем Output State Stream. Output State Stream это наш getter, который у нас содержит выходной поток из стрим контроллера. Теперь реализуем второй параметр, это Initial Data. И в этот параметр установим первоначальное значение цвета нашего контейнера. По умолчанию он будет у нас красного цвета. Ну и теперь осталось реализовать метод Builder, в котором, используя получаемые от потока данные, можно отрисовывать виджет. В качестве параметра он принимает контекст и снапшот. И здесь мы как раз и будем возвращать наш анимированный контейнер. Как вы можете заметить, данные мы получаем через объект AsyncSnapshot, который буквально представляет собой иммутабельное представление асинхронного вычисления. Поэтому в параметр Color мы передадим Snapshot и вызовем у него свойство Data. Теперь осталось реализовать передачу события изменения цвета в блок по нажатию на наши кнопки. Начнем с красной кнопки. Обращаемся к нашей переменной блок. События мы будем передавать через getter input_event_sync. Для того, чтобы передать события, мы у sync вызываем метод add. И в этот метод мы будем передавать нужное нам событие. Color event red. И то же самое сделаем для зеленой кнопки. Ну вот, в принципе, и все. И в завершении давайте добавим метод dispose нашего блока в метод dispose виджета state, для того, чтобы избежать утечки памяти. Для этого мы у state вызываем метод dispose, и в этот метод мы передадим метод dispose нашего блока, для того, чтобы закрыть все потоки. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Как видите, у нас теперь все работает. Обратите внимание, виджет Animated Container теперь находится в Stream Builder, который подписан на поток из блока. При нажатии, к примеру, на красную кнопку, в блок прокидывается соответствующее событие. Блок обрабатывает событие, изменяя хранящийся в нем цвет, после чего значение этого цвета уже передается в другой поток, на который подписан виджет со стороны UI. Stream Builder получает новое состояние из потока через Snapshot и перерисовывает свое содержимое уже с новыми данными. На этом все. Мы с вами имплементировали паттерн блок в чистом виде на простом примере, используя потоки. В прошлом видео мы с вами использовали блок на потоках на небольшом маленьком примере. Если же у нас будет приложение побольше, то использовать блок в чистом виде это достаточно сложная работа, поскольку нужно манипулировать с потоками, вручную отписываться от потоков, так как можно получить серьезную утечку памяти на больших приложениях. С целью решения этих проблем была изобретена библиотека Block от Феликса Ангелова, который по максимуму упростил использование этого шаблона и предоставил удобное API для управления состоянием с возможностью легкого тестирования модулей. Таким образом, мы не тратим время на написание лишнего кода по работе с потоками и имеем гибкость в изменении внутри. В этом видео мы как раз и попробуем использовать пакет Block. А именно, предлагаю использовать вместо этой библиотеки
такую библиотеку, как Flutterblock. Эта библиотека уже включает в себя библиотеку блок. Итак, предлагаю рассмотреть работу этого пакета на том же примере с анимированным контейнером и двумя кнопками. Итак, давайте подключим эту библиотеку в наш проект. Я создал новое приложение, которое назвал блок Flutter Example. И давайте в файл pub/spec.yaml подключим Flutter блок. Версия на данный момент 4.0.0. Принцип работы приложения такой же, как и с потоками, но через библиотеку Flutterblock все упрощено и не нужно уже напрямую работать с потоками. Давайте создадим интерфейс. Вместо stateful виджета я буду использовать stateless виджет, так как при использовании библиотеки Flutterblock нам не нужно вручную закрывать потоки. Эта библиотека делает все автоматически. То есть нам не нужно вызывать метод dispose у state виджета, как в прошлом видео. Итак, давайте я создам интерфейс. Здесь мы будем возвращать scaffold с нашим AppBar. AppBar будет у меня содержать текст такой, как block with Flutterblock. Ну и в параметре body я создам анимированный контейнер и опять же две кнопки. Итак, вот у меня получился вот такой вот интерфейс. То есть анимированный контейнер и две кнопки, красная и зеленая. Опять же, давайте создадим файл colorblock.dart. Снова перечислим наши события по нажатию на кнопки. События я назову как color event. Это будет event red и event green. Далее давайте создадим класс colorblock. И наш класс мы унаследуем уже от класса block, который входит в библиотеку Flutterblock. Данный класс принимает event и state. В качестве event мы передадим color event. В качестве state мы передадим color. Почему в state мы передаем тип color? Потому что мы ожидаем получить состояние с данным типом. Давайте подключим библиотеку material. Как вы можете заметить, наш класс colorblock теперь выдает ошибку, так как нам необходимо реализовать два обязательных метода. Это getInitialState и метод mapEventToState. В метод getInitialState я передам красный цвет. Это будет первоначальное состояние нашего виджета. Также давайте определим переменную color, которая по умолчанию будет хранить красный цвет. И далее нам необходимо реализовать метод mapEventToState, который будет в зависимости от события создавать новый state. И этот метод содержит также бизнес-логику нашего приложения. Так как мы работаем с потоками, нам необходимо дописать ключевое слово async со звездочкой. Async со звездочкой как раз и означает, что мы будем работать с потоком. Если использовать async без звездочки, то мы бы работали со future объектом. И давайте в этом методе реализуем бизнес-логику. То есть в зависимости от пришедшего нам события мы будем получать нужное нам состояние.
Итак, если event у нас равен color event red, тогда мы нашей переменной color будем присваивать красный цвет, а иначе зеленый. И так как мы работаем с потоком, то мы можем вызвать такое ключевое слово, как yield, которому передадим наш color. Ключевое слово yield говорит нам о том, что мы хотим добавить значение в выходной поток. Это что-то наподобие return, но только yield не прекращает работу метода. Ну вот и все, наш блок готов. Итак, для того, чтобы связать наш пользовательский интерфейс с этим блоком, мы уже будем использовать блок провайдер, чтобы сделать блок доступным по всему дереву виджетов. Блок провайдер – это виджет, который предоставляет блок своим дочерним элементам через блок провайдер of the context. Он используется как виджет внедрения зависимостей, так что один экземпляр блока может быть предоставлен нескольким виджетам в поддереве. Итак, обернем наше приложение в блок провайдер. И у блок провайдера реализуем метод create. В качестве параметра он будет у нас принимать контекст, а возвращать он будет наш color блок. И в параметр child мы передадим наш my homepage. Таким образом, наш виджет MyApp теперь отвечает за создание и закрытие color блок, а также делает его доступным для всего My Homepage с помощью блок провайдера. Теперь реализуем доступ к нашему блоку из build контекста через переменную блок. Для этого мы обращаемся к блок провайдеру, вызываем у него метод of контекст. Методу of мы должны передать тип color_block. Доступ к нашему color_block реализован очень просто. Мы движемся вверх по иерархии виджетов в рамках всего build контекста, пока не встретим блок провайдер. Как только это произошло, мы можем вернуть блок этого провайдера. В данном случае наш color_block. Небольшое уточнение по поводу оптимизации. Поиск по иерархии виджетов имеет вычислительную сложность O от N. Если ваш провайдер расположен относительно близко к виджету, который запросил блок, такая операция не займет много времени. Однако в случае, когда наш виджет имеет большую глубину вложенности, а доступ к блоку ему требуется часто, это может сказаться на производительности. Тогда есть смысл подумать о том, чтобы кэшировать ссылку на блок, например, передавая его как аргумент в конструктор виджета. Итак, давайте добавим событие по нажатию на наши кнопки. Начнем с кнопки Red. Обращаемся к нашему блоку. И здесь мы уже используем метод add, куда мы передаем нужный нам event. В данном случае event red. Также реализуем событие у зеленой кнопки, передав ей event green. И теперь в зависимости от события нам нужно перерисовывать наш animated контейнер. Для этого его необходимо обернуть уже не в Stream Builder, как в прошлом видео, а в Block Builder. Block Builder – это виджет, который требует реализацию метода Builder. Поэтому давайте сразу реализуем данный метод. В качестве параметра он принимает контекст. В качестве второго параметра он принимает state. Ну или давайте вместо нашего state напишем текущий цвет, то есть current color. И как раз он у нас будет возвращать наш анимированный контейнер. И значение у параметра color мы заменим на current color.
Итак, блок-билдер обрабатывает создание виджета в ответ на новые состояния. Он очень похож на StreamBuilder, но имеет более простой API для уменьшения необходимого количества стандартного кода. И, кстати, блок-билдер принимает у нас два типа. Это наш блок, в данном случае color блок, и то состояние, которое мы хотим получить. В данном случае color. Так, давайте перестроим наше приложение, посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас все работает. Вот, в принципе, и все. Обратите внимание, у нас есть один warning. Это ругается линтер языка Dart на то, что мы не закрыли поток. Я так понимаю, что это дело еще не пофиксили, так как библиотека Flutterblock создает и закрывает потоки автоматически. Как можно вообще убрать этот warning? Вы можете либо напрямую использовать блок provider of context в вашем коде, не создавая переменную блок, либо вы можете отключить правило lint до тех пор, пока проблема Dart linter не будет устранена. Давайте я пока просто отключу это правило для нашего линтера, используя ключевое слово ignore close things. Таким образом, мы в этом видео реализовали шаблон блок с использованием библиотеки Flutterblock. В основном с этой библиотекой и работают, так как не надо думать о потоках. Наша задача сводится к определению событий и какие состояния мы хотим ожидать. В следующем видео к нашему шаблону блок добавим третий слой, слой данных, и посмотрим, как работать с сетью. Всем привет! В этом видео реализуем приложение, которое будет получать список пользователей, используя API сайта JSON Placeholder. Это отличная площадка для тестирования API запросов. Получать мы будем список пользователей по запросу users. Как вы видите, запрос возвращается в формате JSON. В нашем приложении реализуем отображение ID пользователя, его имени, его e-mail и его телефон. Помимо этого, в наше приложение внедрим шаблон блок и реализуем у него третий слой. Это слой данных, который является самым низким уровнем приложения и взаимодействует с базами данных, сетевыми запросами и другими асинхронными источниками данных. В нашем случае данный слой будет предоставлять простой API, через которое мы будем получать список пользователей. Итак, приступим. Я создал новое приложение, назвал его Block Network Example. И давайте мы реализуем будущий интерфейс. Лишнее я удалю. Наша основная страница будет называться как Homepage. Давайте я создам папку и назову ее как Pages. Эта папка будет содержать нашу страницу Homepage. Создадим новый файл. Страницу я назову как homepage.dart. И реализуем класс homepage, унаследованный от stateless виджета. Давайте подключим материал. И на странице homepage реализуем интерфейс, который будет отображать две кнопки и список наших пользователей. Возвращать мы будем scaffold. Background color я установлю значение white. Реализуем AppBar. AppBar будет содержать title с таким текстом, как users list, к примеру. Разместим title по центру нашего приложения. И теперь реализуем параметр body. Использовать виджет я буду column, так как я хочу размещать элементы по вертикали. То есть сначала у нас пойдут кнопки, а потом список пользователей.
Давайте Cross-Axis Alignment я поставлю значение Center. И в параметр Children мы передадим следующие виджеты. Это Action Buttons. И виджет User List. Данные виджеты еще не реализованы, поэтому предлагаю их реализовать. Первый виджет Action Buttons у нас будет отвечать за отображение кнопок по загрузке пользователей и их очистки. А второй виджет User List будет отвечать за вывод пользователей в виде списка. Начнем с реализации виджета Action Buttons. Давайте я создам папку, которую назову как Widgets. В этой папке я создам файл и назову файл как actionbuttons.dart. Итак, наш виджет Action Buttons будет реализован от Stateless виджета. Давайте снова подключим Material. Итак, кнопки предлагаю сразу разместить после бара. То есть здесь у нас будет одна кнопочка и здесь. Кнопки будут располагаться в ряд, поэтому использую виджет Row. Давайте я задам MainAxisSize параметр в значение min. И в параметре Children у нас будут находиться две кнопки. Кнопку я буду реализовывать, используя виджет RaisedButton. В Child я передам текст. То есть кнопка первая у нас будет называться как Load, загрузка. И давайте сразу здесь реализуем метод onPressed. Пока его оставим пустым. И давайте нашей кнопке сразу зададим цвет. Кнопка для загрузки пользователей будет иметь зеленый цвет. Сделаем небольшой отступ, используя Sizebox между кнопками. По ширине сделаю значение 8. И также реализуем вторую кнопку, которая будет отвечать за очистку пользователей. Кнопку назову как Clear. И она у меня будет красного цвета. Так, давайте сохраним. Перейдем в MainDart и подключим нашу страницу Homepage. Перейдем на страницу Homepage и подключим наш Action Buttons. Теперь реализуем виджет User List. Давайте в папке Widgets я создам новый файл, который назову как userlist.dart. UserList у нас будет унаследован также от Stateless виджета. Класс называется UserList. Давайте также подключим Material. Сохраним, перейдем в Homepage и подключим сразу наш UserList. Еще раз сохраним. Давайте перестроим приложение. Итак, вот наши кнопки Load и Clear. Давайте сейчас реализуем UserList. Вернемся к нашему классу UserList. Возвращать он у нас будет список. Давайте я воспользуюсь методом Builder у ListView. У ListView метода Builder реализуем параметр ItemCount. Ну, к примеру, поставим значение 20. Сколько отображать элементов в списке. И ItemBuilder. ItemBuilder в качестве первого параметра принимает контекст, в качестве второго индекс. И возвращать мы будем контейнер. Наш контейнер будет содержать list_tile. Итак, у list_tile реализуем параметр leading. Здесь мы в качестве текста будем отображать ID нашего пользователя. Ну, к примеру, значение 1 поставим. И давайте нашему тексту задам некоторый стиль. К примеру, поставим font weight в значение bold. То есть сделаем наш текст жирным. И у list_tile также реализуем параметр title. Здесь мы будем размещать наши виджеты в виджете Column. И
Итак, первое, что мы будем отображать, это имя нашего пользователя. Ну, давайте, к примеру, назову пока my name. Также задам некоторый стиль для нашего текста. Также наш текст сделаю жирным. Font weight устанавливаем значение bold. И после этого у нас опять пойдет виджет column. Давайте значение, точнее параметр cross-axis alignment я установлю в значение center. И данный виджет у нас будет содержать в себе два текста. Первый текст будет отвечать за отображение e-mail нашего пользователя. Давайте наш e-mail сделаем в виде курсива. То есть берем font style и вызываем у него font style italic. И в качестве второго текста мы будем отображать телефон нашего пользователя. Так, ну вот в принципе и все. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот наш список, ID нашего пользователя, его имя, e-mail и телефон. И когда мы будем нажимать на нашу кнопку Clear, мы будем очищать наш список, а когда будем нажимать на кнопку Load, мы будем загружать наш список. Итак, интерфейс мы с вами подготовили. Теперь, чтобы получить информацию о каждом пользователе, предлагаю создать модель, которую назовем как user. Для этого я создам папку, назову ее models. И в этой папке создам файл, назову файл user.dart. Здесь мы реализуем класс user. Итак, предлагаю получать такие поля, как ID, имя пользователя, то есть ID, name, email и его телефон, то есть телефон пользователя, phone. ID это у нас integer, name это string, email и phone тоже являются типом string. Поэтому здесь пишем int ID, string name, string email и string phone. Создадим конструктор, который будет принимать все наши поля. И теперь реализуем фабричный конструктор. Factory user from JSON. С помощью данного конструктора мы будем полученные поля из JSON передавать в наши переменные. В качестве параметра мы будем принимать map с типом string dynamic. И параметр назовем как JSON. Итак, возвращать мы будем user. Итак, в первый параметр мы будем передавать JSON ID. Второму параметру будем передавать JSON name. Третьему параметру мы будем передавать JSON email. Четвертому параметру phone мы будем передавать JSON phone. Отлично. Итак, наша модель готова. Теперь реализуем API, с помощью которого мы будем делать get запрос. Вот по этой вот ссылке. Для этого давайте создадим папку. Папку я назову как services. И в этой папке я создам файл, который назову как users. Давайте назовем как user API provider.dart. Итак, создадим класс. Класс я назову как user provider.
Итак, для того, чтобы выполнить get-запрос, нам необходимо подключить библиотеку HTTP. Перейдем на сайт pub.dev. И здесь введем библиотеку HTTP. Давайте мы ее установим в ветку dependencies нашего проекта. Вернемся снова к нашему user API провайдеру и подключим эту библиотеку. Это HTTP, HTTP, SHTTP. Отлично. Ну и теперь нам необходимо выполнить get запрос. По этой ссылке. Давайте я ее скопирую. Пока сюда ее вставлю. Как вы помните, для работы с сетью мы должны использовать объект future. Так как мы будем получать список пользователей, то future будет принимать лист user. Метод назову как getUser. Он ничего не будет принимать, он будет у нас асинхронный. Итак, давайте сначала реализуем переменную response. Мы берем HTTP и вызываем у него метод get, куда мы передадим нашу вот эту ссылку. Давайте мы подключим нашего юзера из нашей модели. Так, и теперь проверим наш респонс. Если у нашего респонса статус-код будет равен 200, тогда мы будем возвращать нашего пользователя. А иначе давайте будем отображать ошибку. Точнее исключение. Exception. Ну, к примеру, напишу следующее. Error fetching users. Итак, здесь мы будем возвращать нашего пользователя. Давайте создам дополнительную переменную, точнее вспомогательную. К примеру, назову ее как user.json. Это у нас будет JSON. У JSON мы должны вызвать такой метод, как decode. Давайте мы подключим библиотеку для работы с этим методом. Библиотека называется Dart Convert. Так, здесь мы берем наш response и вызываем у него параметр body. Давайте нашей переменной зададим тип list, ну, не знаю, user. Да, user. И возвращать мы будем наших пользователей. Только давайте сразу наших пользователей будем мапить в список. Для этого используем метод map. Так, здесь вместо e давайте я поставлю JSON. И возвращать мы будем user from JSON to list. Так, тут он ругается. Давайте здесь вместо user dynamic напишем пока. Итак, наш API user provider готов. Если посмотрим на этот слайд, то увидим, что слой данных делится на два подслоя. Это data provider, то есть поставщик данных, и на подслой хранилища, то есть репозитории. Таким образом, мы с вами создали data provider или поставщик данных. То есть наш вот этот вот user provider будет предоставлять простой API для выполнения get операции к нашему сайту, откуда мы будем получать наших пользователей. Теперь предлагаю создать репозиторий или хранилище. Наш репозиторий будет представлять оболочку вокруг нашего юзер-провайдера. Иными словами, чтобы напрямую не работать с API этого класса, мы обернем его в репозиторий. И как раз через репозиторий мы будем обращаться к API этого класса. Итак, давайте в папке сервисы создадим новый файл, который я назову как user repository.dart. Итак, класс я назову как user repository.
Итак, здесь нам необходимо создать переменную, которая будет обращаться к нашему классу userProvider. Давайте переменную назову как usersProvider. И обращаемся к userProvider. Сразу подключился наш API, User API Provider. Давайте мы наши переменные установим тип userProvider. И теперь все, что нам потребуется, это через переменную usersProvider обращаться к API, к методу getUser. Итак, метод я назову как getAllUsers. И возвращать он нам будет users provider getUser. Как видите, наш уровень хранилища может взаимодействовать с поставщиком данных и выполнять преобразование данных перед передачей результата на уровень бизнес-логики. И вот как раз этим методом мы и будем взаимодействовать. Так, давайте мы ему вернем только тип. Это будет future list user. Так, user подключился. Отлично. Итак, наше приложение содержит компоненты представления или UI и слой данных. Теперь в наше приложение внедрим компонент блок, который будет являться мостиком между пользовательским интерфейсом, то есть уровнем представления, и уровнем данных, то есть data layer. Наш слой блока будет принимать события, сгенерированные пользователем, а затем связываться с репозиторием, чтобы создать новое состояние для уровня представления, для дальнейшего использования. В прошлых видео мы события, состояние и блок реализовывали все в одном классе. В этом видео предлагаю события и состояние реализовать отдельно, используя классы, а потом все соединим через общий класс блок. Давайте реализуем события. Создадим папку блок. И в папке блок я создам новый файл, который назову как userEvent.dart. Итак, какие события у нас будут? Это нажатие на кнопку Load и Clear. Давайте создадим простые классы, которые будут представлять собой эти события. Первый класс давайте я назову как User, Load, Event. Второй класс я назову как User Clear Event. И теперь давайте два вот этих наших класса унаследуем от общего абстрактного класса, который назову как User Event. И как раз через этот абстрактный класс мы будем работать с нашими вот этими классами. Итак, события мы описали. Теперь давайте создадим файл userState в папке блок. userState.dart. И этот файл будет хранить в себе состояние. Также опишем через классы состояние, которое будет содержать приложение. Предлагаю создать сразу общий абстрактный класс для наших состояний. И назову его я как userState. Итак, какие у нас будут состояния? Предлагаю реализовать следующие состояния. Первое. Это когда у нас нет пользователей или данных. То есть наш список пустой или данные отсутствуют. Давайте я это состояние назову как userEmpty state. И унаследуемся от userState. Второе состояние это когда наши данные находятся в процессе загрузки. И назову это состояние как user loading state. Третье состояние это когда данные успешно загружены. Давайте данный класс я назову как user loaded state.
И в этом классе давайте реализуем конструктор для нашего userLoadedState. Куда мы будем передавать наших пользователей. Так, давайте мы с вами сначала реализуем переменную. ListDynamic. Переменную назову как loaded user. И теперь наш конструктор будет принимать данный параметр this loaded user. Причем сделаем его обязательным для передачи. То есть пометим ключевым словом required. Давайте подключим наш required из библиотеки Foundation. И теперь давайте вызовем assert, куда передадим наш loaded user. Он не должен быть равен null. То есть обязательно мы должны его передать. Если не передадим, то сообщим разработчику, используя команду assert. И четвертое состояние, это когда при загрузке данных у нас произошла ошибка. Давайте напишем user error state extend user state. Теперь, когда у нас готовы и события user event, и состояние user state, остается только замапить одно в другое в классе блока. Давайте создадим в папке блок новый файл, который я назову как userblock.dart. И давайте в этом файле я создам класс, который назову как userBlock. Так как мы будем работать с библиотекой блок, предлагаю ее подключить. Перейдем на сайт pubdev и напишем следующее. Flutter block. Подключаем нашу библиотеку Flutter block. И давайте наш класс расширим от библиотеки, от класса блок. Данный класс находится в пакете Flutter Block Dart. Итак, нам необходимо у класса блок реализовать два обязательных метода. Это getInitialState и mapEventToState. Но перед тем, как их реализуем, наш класс блок принимает event и state. Поэтому давайте мы сюда передадим наш userEvent. Так, вот он автоматом подключился. И передадим userState. Итак, перед тем, как реализовать два этих метода, сначала в классе блока мы через конструктор давайте будем передавать инстанс нашего репозитория, с помощью которого мы будем получать список пользователей. Создадим давайте переменную. К примеру, назову ее как users repository. Это у нас будет users repository. Подключим наш репозиторий. Так, давайте я final уберу. Так, users repository. Так, давайте, напишем не user repository, а users repository, потому что мы будем получать всех пользователей. Здесь пробел поставим. Так, и теперь будем подключать нашего users repository. Отлично. Final сделаем. Теперь реализуем конструктор userBlock, который будет принимать этот репозиторий. This users repository. И снова сделаем assert. Users repository не должен быть равен null. Отлично. Теперь реализуем метод getInitialState. В getInitialState мы просто передадим пустой список. То есть изначально наш список не содержит пользователей. Поэтому мы обращаемся к user empty state, то есть к данному классу, который находится в userState Dart. Можно, конечно, у этого метода вернуть тип userState, но он уже автоматом определил. Ну давайте напишем userState, чтобы нагляднее было.
Так, и теперь реализуем метод map_event_to_state. Так, у нас тут dynamic. Ну, давайте мы стрим передадим тип user_state, то есть наше состояние. А здесь event, параметр event имеет тип user_event. Метод у нас должен быть асинхронный, причем асинхронный со звездочкой, что будет обозначать, что мы работаем не с future объектом, а будем работать с потоком, где мы можем прокидывать наши переменные в поток через ключевое слово yield. Итак, здесь делаем проверку. Если event is user, давайте user load event, то есть если наши пользователи загружены, тогда мы используем ключевое слово yield. Если мы нажимаем на событие load, то есть на кнопку, тогда мы что делаем? Мы давайте сначала загружаем наших пользователей, то есть используем состояние loading state, то есть наши пользователи загружаются, прокидываем данный класс в поток. Пока они загружаются, мы используем блок try_catch, в котором мы будем ловить как раз саму загрузку наших пользователей, то есть когда уже пользователи будут загружены. Так, если у нас будет ошибка, то мы будем вызывать класс user_error_state. Итак, нам нужно использовать репозиторий для того, чтобы загрузить наших пользователей. Давайте я создам вспомогательную переменную. Так, она у нас будет иметь тип listUser. Переменную назову как loaded user_list. Подключим нашего юзера из нашей модели. Так, здесь воспользуемся ключевым словом await. Берем наш users репозиторий. И у него вызываем метод getAllUsers. И после этого мы обращаемся к нашему классу user_loaded_state, у которого мы с вами реализовывали конструктор. Вот в этот конструктор мы и передадим наш вот этот вот loaded user_list. Ну, а иначе, если event is, а иначе, когда мы нажимаем на кнопку clear, то есть event user clear event, то есть event is user clear event, извините, тогда мы опрокидываем класс в поток user empty. Ну, то есть очищаем наш список от пользователей при нажатии кнопку clear, вызвав класс user_empty_state. Ну вот, в принципе, и все. Наш блок готов. Осталось его связать с нашим UI. Давайте перейдем в класс homepage, точнее файл. И в этом файле нам необходимо проинициализировать блок, используя блок provider. Итак, возвращать мы уже будем не scaffold, а блок provider. Вот он автоматом у нас подключился. Блок провайдер у нас будет принимать наш user блок, который мы здесь реализовали в файле user блок. Так, и у блок провайдера мы должны реализовать параметр create. В качестве параметра он у нас принимает контекст. А возвращать мы будем user блок. Так, и мы у user блока, по-моему, реализовывали конструктор users repository. То есть мы наш конструктор передадим users repository. Предлагаю создать данную переменную. То есть мы должны связать наш блок с нашим репозиторием. Users repository. Обращаемся к нашему users repository. Отлично. И теперь в параметр child мы как раз будем передавать наш scaffold.
Так, мы с вами наш homepage проинициализировали блок провайдером. Теперь давайте реализуем отправку событий при нажатии на наши кнопки Load и Clear. Для этого перейдем в Widget Action Buttons. И у нас здесь есть метод onPressed у кнопки Load и у кнопки Clear. Для того, чтобы обратиться к нашим событиям, нам необходимо в build контексте реализовать наш блок. Давайте мы, к примеру, переменную userBlock, переменную назовем как userBlock. Здесь мы берем наш блок провайдер, блок провайдер, of контекст. Так, только после of мы поставим тип нашего блока. В данном случае userBlock. Ну и теперь мы, используя данную переменную, будем опрокидывать события в наш блок. При нажатии на кнопку Load мы берем userBlock и добавляем событие. Событие у нас называется как userLoadEvent. Давайте подключим данное событие. Оно находится в файле userEvent. А при нажатии на кнопку Clear мы будем отправлять событие userClearEvent. И теперь в зависимости от нужного нам события у нас будет приходить нужное нам состояние. Давайте сохраним. Отлично. И теперь осталось в файле userList пробежаться по нашим состояниям, которые находятся в файле userState, то есть по всем этим состояниям. И в зависимости от прошедшего состояния выполнять те или иные действия в нашем приложении. Итак, Return. Здесь мы должны воспользоваться виджетом BlockBuilder. Данный виджет у нас принимает блок и state. Поэтому сюда мы передадим в качестве первого типа блок и наш userBlock. Ну а в качестве второго типа мы передадим userState. И у BlockBuilder реализуем метод Builder, который принимает в качестве первого параметра контекст, в качестве второго state. И теперь пробежимся по нашим стейтам. Если state is userEmptyState, то есть если наш emptyState, то есть если наш state имеет пустой список, тогда мы что будем делать? Давайте мы будем тогда отображать, к примеру, текст. Child, текст. Ну какой текст? К примеру, no data received. Press button load, к примеру. Ну что-то наподобие того. И давайте задам стиль для нашего текста, TextStyle. Ну, к примеру, задам font size. Font size поставлю значение 20. Отлично. Это мы с вами обработали первое состояние. User is empty. То есть, если у нас нету никаких данных. Обработаем следующее состояние. Если state is user loading state, то есть, если наши данные начали грузиться, то есть, когда мы нажали на кнопку load, наши данные начинают находиться в процессе загрузки. Пока они, значит, грузятся, мы будем отображать с вами индикатор. Circular Progress индикатор будем отображать. Поэтому здесь мы пишем Circular Progress индикатор. Хорошо. Следующее. Если state is
Если наши данные загрузились успешно, то есть loaded state, тогда мы возвращаем как раз таки наш лист view. То есть return list view builder. Итак, item count. В этот item count мы передадим количество пользователей загруженных. Для этого обращаемся к state, вызываем loaded user и вызываем метод launch. Так, у нас немножко такой вот некрасивый список сплошной. Давайте реализуем у контейнера color. Возьмем индекс. То есть, если у нас будет индекс четный, тогда что будем делать? Будем тогда устанавливать цвет нашей строки в белый. А иначе давайте будем устанавливать нечетную строку в голубой цвет. Давайте перестроим приложение. Ну да, тут ошибка. Ну ладненько, потом посмотрим. Так, мы количество пользователей отобразили. Теперь текст какой мы будем отображать? ID. Будем отображать ID нашего пользователя. Loaded user. Здесь мы обращаемся к индексу, так как нам надо пробежать по всем пользователям. И вызываем loaded user ID. Далее мы будем отображать здесь имя нашего пользователя. Обращаемся к state, loaded user, index. Здесь мы вызываем name. Дальше мы будем отображать e-mail нашего пользователя. State, loaded user, index. Передаем e-mail. Ну а здесь мы будем отображать телефон. Здесь просто передаем фон. Так, это если наши пользователи загрузились. И давайте еще одно состояние отработаем, если у нас пользователи не загрузились. If state is user error state, тогда мы будем отображать следующий текст. Так, давайте мы этот текст скопируем. Так, send a child. Ну, к примеру, будем отображать следующее. Error. Fetching users. То есть не дается получить пользователей. Ну и размер нашего текста установим значение 20. Так. Ну и нам надо еще вернуть что-нибудь. Ну давайте. Так, по всем состояниям пробежались. Ну, можно вернуть return null, к примеру. Опасно, конечно, так возвращать. Но если вы уверены, что у вас все отработает, все состояния, то можно return null. Ну или можно, к примеру, вернуть не return null, а какой-нибудь там widget текст или контейнер. А еще лучше можете вернуть circular индикатор. Ну, давайте я верну null. Так, перестроим наше приложение, посмотрим, что вообще получилось. Итак, вот у нас появилось первое состояние, no data received. Правильно, потому что у нас user empty state, вот он. Нажимая на кнопку load. Когда я буду нажимать на кнопку load, у нас должно отобразиться, точнее отработать user loading state. И мы должны показать индикатор. То есть этот круглый индикатор загрузки. Давайте нажмем. И после того, как данные загрузятся, у нас должно отработать user loaded state и отобразится список пользователей. Давайте посмотрим на это. Вот индикатор, вот наш список пользователей. ID 10, имена, разные телефоны, ну все окей. Все, теперь
И если состояние user empty state, то есть мы отправляем событие clear, где у нас событие clear, то есть если мы отправляем событие clear, в блок приходит данное событие user clear event, тогда мы опрокидываем состояние user empty state. И у нас в блок билдере отработается данное состояние. То есть мы должны при нажатии на кнопку clear получить no data received. Да, вот мы с вами получили. Теперь давайте посмотрим, отобразится ли у нас ошибка. Если у нас user empty state. Кстати, тут не user empty state, а user error state. Так, перестрою приложение на всякий случай. Ну, давайте сделаем ошибку. Перейдем в API Provider. Допустим, ошибку в URL. Сохраним. Нажимаем Load. Так, отлично. Данные загрузились. Давайте перестроим приложение. По идее, у нас должна отобразиться ошибка. No data received. Так. Если стоит user error state. Так, тут user empty state. Но я же неправильно указал URL. По идее, должна была ошибка отобразиться. Так, что-то у меня перестало работать. Hot reload. No data received. А где мою error state? Так, user error state. Ну. Вот, видите, здесь неправильно написал. Надо error было написать. Снова перестроим приложение. Так. Перейдем в API Provider. Сделали ошибку. Да, теперь у нас ошибка. Error fetching user. Ну, clear, понятно. Давайте мы вернем наш правильный URL адрес. Hot reload сделаем. Нажимаем load. Давайте перестроим приложение. У меня что-то hot reload отвалился. Так, вот no data received. Теперь нажимаем load. Показался индикатор загрузки. Загрузились наши пользователи. Clear, no data received. Отлично. Ну, как видите, бизнес-логика, управление состоянием и загрузка данных у нас теперь отделены от нашего пользовательского интерфейса, то есть от UI-кода. Вот, в принципе, и все. Вот это вот частный случай работы с блок. То есть мы сначала описываем события, которые мы хотим получать от нашего приложения, потом состояние, которое мы хотим, чтобы выполняло наше приложение. В данном случае пустой список, потом идет процесс загрузки пользователей или данных, потом если данные загружены, ну и если данные загружены с ошибкой, то есть неправильно, например, там URL адрес. И после этого мы в методе map_event_to_state маппим, преобразовываем события в новое состояние. Всем привет! В предыдущем уроке мы реализовали приложение, которое с сайта JSON Placeholder получает список пользователей по нажатию на кнопки Load и выводит их на экран. А также по нажатию на кнопки Clear мы можем очистить данный список пользователей. Для реализации этого приложения мы с вами использовали шаблон блок, а точнее пакет Flutter блок версии 4.0.1 для внедрения блока в наше приложение. На данный момент записи пакет Flutter блок обновился до версии 6.0.1. Поэтому предлагаю обновить наше приложение с учетом Flutter блок 6 версии. Итак, сначала давайте подключим Flutter блок 6 версии в наше приложение. Здесь используется на данный момент записи Flutter блок версии 6.0.1. Я перехожу в наше приложение, в файл pubspec.yaml
И здесь заменю 4.0.1 на 6.0.1 версию. Итак, пакет я получил, и у меня появилась первая ошибка в файле user_block. Давайте я закомментирую данный класс и посмотрим, что появилось в пакете 6 версии у Flutterblock. Итак, реализуем класс user_block. Унаследуем его от блок. Итак, в качестве первого типа мы передаем event, в качестве второго типа передаем state. В нашем случае это user event и user state. Итак, посмотрим, что у него необходимо реализовать. Как видите, с выходом новой версии Flutterblock необходимо теперь реализовать всего один метод и один конструктор. Метод, который требуется реализовать, называется map_event_to_state. В принципе, он не отличается от старого метода, который был в пакете Flutterblock 4.0. Но нам уже не требуется реализация второго метода, это getInitialState. Вместо этого нам необходимо реализовать конструктор, который как раз и принимает этот initial state, то есть первоначальное состояние. Что такое первоначальное состояние или initial state? Это то состояние, в котором будет находиться наше приложение при загрузке. В данном случае у меня состояние первоначальное это user empty state, то есть просто пустой список, то есть пользователи отсутствуют. Иными словами, это просто пустой массив. Поэтому в конструктор я должен передать первоначальное состояние. Это user empty state. Но помимо этого у нас имеется и users репозиторий, с помощью которого мы будем получать наших пользователей. Поэтому сюда я в качестве конструктора user блока передам наш репозиторий, this user repository. А в качестве super initial state я передам как раз таки user empty state, первоначальное состояние. Ну и осталось реализовать метод map_event_to_state. Он ничем не отличается от данного метода. Поэтому я его просто копирую. Вот в принципе и все. Вот это вот все отличие. То есть в шестой версии блока убрали метод initialState и вместо данного метода реализовали вот такой вот конструктор, в который передается первоначальный state и какие-то данные. Давайте сохраним. Так, теперь у нас появилась ошибка на странице Homepage. Итак, здесь у нас есть блок-провайдер, который расширяет блок, поэтому в качестве типа мы ему передадим user_block. И у нас немного изменился конструктор у user_block. У нас нету теперь вот этого параметра user репозиторий. Мы просто сюда должны передать сам этот репозиторий. Давайте сохраним. Также у нас есть action buttons. Здесь у нас есть user_block. Блок провайдер of user_block anti. Здесь никаких изменений нету. И также по нажатию на кнопки load мы подгружаем event user load event, то есть когда наши пользователи загружены. И по нажатию на кнопку clear мы подгружаем user clear event. И в зависимости от этого ивента нам придет состояние. В данном случае, когда будем нажимать на clear, мы будем очищать пользователей. Это все происходит вот здесь. При нажатии на кнопку load мы отправляем данный event, то мы отображаем индикатор загрузки. Далее список пользователей. Если есть ошибки, то отображаем ошибку. Если нажимаем clear, то просто очищаем наших пользователей. Здесь у нас есть блок builder, который принимает user блок и user state. И уже в зависимости от стейта мы выполняем, точнее мы отображаем нужную нам информацию на нашем пользовательском экране. Давайте я перестрою приложение.
Проверим, нажимаем Load, вот индикатор загрузки, загрузились наши пользователи. Нажимаем Clear, мы наших пользователей очищаем. Таким образом мы с вами обновили приложение до Flutter Block версии 6.0. Итак, что нам принес еще обновленный пакет Flutter Block версии 6.0? Как вы уже знаете, Block — это хорошо известная и устоявшаяся библиотека, когда дело доходит до управления состоянием во Flutter. Block продвигает передовые методы, такие как неизменность, и имеет одну из лучших экосистем поддерживающих пакетов и документации, построенной вокруг него. Несмотря на все эти преимущества, использование пакета Block временами болезненно, и причина заключается в шаблонном коде. Пакет Block версии 6.0 и выше делает эту библиотеку доступной для широких масс. Это дает вам возможность использовать более легкую версию блока под названием Qubit и удаляет множество шаблонов. Другими словами, Qubit — это легковесное state management решение от Феликса Ангелова, на котором, начиная с версии 6.0, основан его Flutter Block. Итак, чтобы внедрить Qubit в наше приложение, для начала предлагаю вспомнить, как происходит взаимодействие данных между блоком и UI. Здесь UI отправляет ивенты, события, блок принимает и обрабатывает эти события. В зависимости от прошедшего события в слой данных отправляется запрос, к примеру, получить всех пользователей. Далее слой данных отправляет блоку ответ сервера, который преобразуется в state, и в зависимости от этого стейта перерисовывается наш интерфейс. В Qubit все практически так же, за исключением одного. Вместо событий events здесь используются функции functions. Остальное все аналогично. В принципе, создание Qubit ничем не отличается от создания блока. Единственное, что отличается, это реализация вызова стейтов через метод emit. Давайте рассмотрим на практике. Попробуем внедрить Qubit в наше вот это вот приложение. Давайте я создам папочку, назову ее Qubit. В этой папке я создам два файла. Первый файл я назову как user_state.dart. И второй файл я назову как user_qubit.dart. В блоке у нас есть еще отдельный файл с ивентами, событиями, но в Qubit этот файл не требуется, так как он работает только со стейтом. Итак, для нашего стейта у нас состояния будут аналогичными, как и в блоке. То есть я просто эти состояния копирую отсюда, из файла user_state в папке блок. Здесь у нас первое состояние отвечает за отображение пустого экрана, когда нет пользователей. Это состояние отвечает за отображение индикатора загрузки. Данное состояние отвечает за отображение и загрузку пользователей. Ну и последнее состояние у нас отображает ошибку, если у нас что-то случилось при загрузке наших данных. Это все, что касается стейтов. Теперь давайте реализуем Qubit. Так, давайте я здесь создам класс, назову его как user_qubit. И расширять данный класс мы будем не от блока, а от Qubit. Автоматом подключился пакет flutterblock.dart. Итак, наш Qubit в качестве типа должен принимать стейты. В данном случае наши стейты находятся в файле user_state. У нас выдает ошибка на классе user_qubit. Давайте посмотрим, что от нас требуется. От нас требуется создать конструктор от суперкласса. Давайте его создадим. Здесь, в принципе, все аналогично, как с блоком. У нас есть файл users repository, с которым мы работаем для получения наших пользователей. Этот репозиторий мы передадим в наш конструктор. И в качестве суперстейта мы будем использовать user_empty_state, то есть первоначальное состояние. Так, давайте мы подключим user repository.
Вот в принципе и все. Но, как я уже сказал, Qubit работает не с эвентами, а с функциями. Поэтому создадим две функции или два метода. Первый метод я назову как fetchUsers, который будет отвечать за получение наших пользователей. Так, возвращать он будет future с типом void. И также давайте я создам еще один метод. Так, и назову его clearUsers. Так, это у нас будет fetchUsers, а это clearUsers. То есть метод будет отвечать за очистку наших пользователей с экрана. Здесь мы используем async без звездочки, так как мы работаем с объектом future, в отличие от блока, где мы используем объект string. И теперь, чтобы сгенерировать новое состояние в Qubit, мы должны использовать метод emit. И в этот метод emit мы должны передать нужное нам состояние. Для того, чтобы очистить пользователя, я передам первоначальное состояние empty, точнее user empty state. Ну и теперь реализуем метод fetchUsers, который будет получать наших пользователей. Реализацию будем делать в блоке try-catch. Итак, если у нас при получении пользователей будет ошибка, то мы будем генерировать состояние user error state. А иначе мы сначала будем отображать индикатор загрузки user loading state. А после того, как наши пользователи загрузятся, мы их отобразим. Для этого мы будем генерировать состояние user loaded state. Итак, user loaded state. Давайте мы создадим переменную. Назову ее как loaded user list. Она у нас будет возвращать лист с типом user. И далее мы обращаемся к нашему репозиторию. Users репозиторий, вызываем у него метод getAllUsers. То есть мы получаем через наш IP всех пользователей. И далее мы этот loaded user передаем наше состояние. Так, здесь у меня есть некоторые ошибки. Давайте вот этот блок я уберу. То есть у нас user state используется из папки Qubit. Так, и мне еще необходимо подключить пакет, который хранит в себе модель нашего пользователя. Так, давайте сохраним. Вот, в принципе, и все. Наш Qubit готов. То есть, практически он не отличается от блока. Единственное, он здесь работает с ивентами, то есть, в зависимости от ивента происходит нужное состояние. А здесь мы работаем просто с методами, то есть с функциями. И какую мы функцию будем передавать, то и будет отображаться у нас на экране. Теперь нам нужно разместить наш Qubit в дереве виджетов через блок Provider. Перейдем на Homepage, и здесь есть у нас блок Provider. Блок Provider у нас наследуется от блока и от Qubit. Поэтому мы можем сюда передать как блок, так и Qubit. Давайте я в качестве типа ему передам наш user Qubit. Далее у нас идет user блок, мы его поменяем на user Qubit, куда мы должны передать наши репозитории. Так, ну давайте этот импорт я закомментирую. Далее у нас идет Action Buttons. Здесь у нас есть user блок. Здесь у нас внедрен шаблон блок. Нам его необходимо поменять на Qubit. Для этого давайте я эту переменную закомментирую. Создам новую переменную, назову ее как user Qubit. Она у нас будет возвращать user Qubit. И теперь вместо использования блок провайдеров тип контекст, мы будем использовать следующее: контекст. И у контекста вызываем блок.
Но блоку мы должны передать тип user_qubit. Немножечко конструкция поменялась. Так, это закомментирую. Теперь мы используем user_qubit. И для того, чтобы при нажатии на кнопки load нам получить всех пользователей, вызываем у него метод fetchUsers, который мы с вами реализовали. Вот он здесь. То же самое делаем и для кнопки clear. То есть вызываем для очистки пользователей метод clearUsers. Сохраним. Так, и теперь у нас есть еще один виджет, это user_list. Здесь у нас есть блок builder. Он также расширяет блок и расширяет qubit, поэтому здесь мы в качестве user блока передадим user_qubit. Давайте я подключу данный пакет. И в качестве второго типа он принимает user_state. Так, это я давайте закомментирую. Ну и все, а дальше все идет точно так же. У блок билдера это билдер, который принимает контекст state, и в зависимости уже от стейта мы выполняем какое-либо действие. Давайте я перестрою наше приложение и проверим его. Так, нажимаю на кнопку load, загрузились наши пользователи, появился индикатор загрузки. Дальше нажимаем кнопку Clear. Все, наши пользователи очистились. Вот таким вот образом мы с вами внедрили шаблон Qubit в наше приложение. Таким образом мы можем наше приложение разрабатывать как и с использованием шаблона блок, и также с использованием шаблона Qubit. Шаблон Qubit можно назвать младшим братом шаблона блок. Если вы хотите более подробно посмотреть, какие были внесены изменения в пакет Flutterblock, вы можете перейти в данный пакет, выбрать вкладку Changelog, и здесь описаны все изменения, которые были внесены с увеличением версии данного пакета. Также можете рассмотреть пример такой вот небольшой работы с кубитом. Ну вот, в принципе, и все. Всем привет! В этом блоке рассмотрим, что такое чистая архитектура, что она собой представляет, а также рассмотрим небольшой пример того, как построить вот такое вот приложение на Flutter, используя данную архитектуру. Наше приложение будет отображать список персонажей из мультсериала Rick and Morty, который мы будем брать с сайта rickandmortyapi.com, который предоставляет API в виде формата JSON. Помимо этого в приложении мы реализуем подгрузку остальных персонажей. Также по нажатию на каком-нибудь персонаже мы будем получать полную информацию о нем. Также в приложении мы реализуем поиск по имени персонажа. Давайте, к примеру, введем Рик. Итак, поиск нам выдал всех персонажей, которые содержат имя Рик. Мы также можем нажать на данного персонажа, в результате чего мы снова получим детальную информацию о нем. Помимо этого в приложении реализовано кэширование последних 20 персонажей. Давайте я сейчас отключу сеть и посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, наши персонажи закэшировались. Изображения персонажей, которые не закэшировались, будут отображаться в виде вот такой вот картинки. Также мы затронем такую тему, как Dependency Injection. Познакомимся с внедрением зависимостей в приложении.
Создание хорошей архитектуры является ключом к созданию чистого, понятного и многоразового кода. Когда вы начинаете проект без определения хорошей архитектуры, ваш код в приложении, вероятно, станет беспорядочным в какой-то момент. А когда вы внедрите в свое приложение какую-либо архитектуру, то ваш код уже будет следовать определенному шаблону, в зависимости от выбранной вами архитектуры. Поэтому, когда вам нужно будет что-то изменить или проделать рефакторинг, это будет намного проще и займет гораздо меньше времени. Что такое вообще архитектура? Например, если ваше приложение очень хорошо выполняет задачу, которую оно должна выполнять, это совсем не значит, что ваше приложение имеет хорошую архитектуру. Можно сказать, что архитектура – это термин не о поведении приложения, а в большей мере об изменении приложения. Другими словами, архитектура – это о легкости изменяемости и легкости развертывания приложения. Это о независимости разработки. Это об управлении сложностью вашего приложения. Таким образом, создание хорошей архитектуры является ключом к созданию чистого, понятного и многоразового кода. И в этом блоке мы познакомимся с такой архитектурой, как Clean Architecture или чистая архитектура. Можно сказать, что это паттерн для структурирования архитектуры приложения в целом. Чистую архитектуру оригинально представил Роберт Мартин, также известный как дядюшка Боб, который опубликовал множество статей и книг об написании чистого и переиспользуемого кода. Его последняя книга «Чистая архитектура» обобщает его мысли и предложения о том, как улучшить структуру вашего приложения на более высоком уровне, чем чистый код. Перед вами оригинальная диаграмма из статьи 2012 года, которая называется The Clean Architecture. Он исследовал общий архитектурный дизайн и выявил, что самые популярные архитектурные принципы, решения и их подходы имеют одну общую задачу. Это построение неких слоев приложения, и эти слои разделяют определенные обязанности между собой. Он также заметил, что каждая архитектура пытается отделить бизнес-логику от остальной части приложения. Причем каждая рассмотренная им архитектура на выходе давала независимость от фреймворка, от пользовательского интерфейса, от базы данных и вообще от какого-либо внешнего сервиса, а также предоставляла отличную тестируемость. К примеру, бизнес-правила могут быть протестированы без пользовательского интерфейса, базы данных, веб-сервера или любого другого внешнего компонента, не зависящие от пользовательского интерфейса. Или еще, к примеру, пользовательский интерфейс можно легко изменить, не изменяя остальную систему. Например, веб-интерфейс может быть заменен на консольный, без изменения бизнес-правил. Еще, к примеру, мы можем в таких архитектурах не зависеть от базы данных. Вы можете поменять Oracle или SQL Server на MongoDB, Bigtable, CacheDB или что-то там еще. Ваши бизнес-правила не связаны с базой данных. Также такие архитектуры не зависят от внешних фреймворков и библиотек, что позволяет использовать фреймворк в качестве инструмента. Так вот, эта диаграмма из статьи 2012 года «Чистая архитектура» – это попытка объединить все эти идеи в единую эффективную схему. Предлагаю более подробно рассмотреть данную диаграмму чистой архитектуры. Здесь концентрические круги на диаграмме представляют собой различные слои программного обеспечения. Внешний круг представляет конкретные механизмы, характерные для платформы, такие как сеть и доступ к базе данных. Двигаясь вовнутрь, каждый круг становится более абстрактным и высокоуровневым. Центральный круг является наиболее абстрактным и содержит бизнес-логику, которая не зависит от платформы или используемой вами структуры, в результате чего мы получаем части кода, которые отделены друг от друга, и их легче тестировать и повторно использовать. Также эта диаграмма содержит два ключевых правила. Итак, первым правилом, делающим эту архитектуру работающей, является правило зависимостей. На схеме это правило изображено черными стрелками, указывающие вовнутрь. Правило зависимости гласит, что зависимости в исходном коде могут указывать только вовнутрь. Ничто из внутреннего круга не может знать что-либо о внешнем круге. Ничто из внутреннего круга не может указывать на внешний круг. Это касается функций, классов, переменных и так далее. Таким образом, это правило позволяет строить системы, которые будет проще поддерживать, потому что изменения во внешних слоях не затронут внутренние слои. Вторым правилом является правило абстракции, то есть по мере продвижения вовнутрь по слоям уровень абстракции возрастает. Внешний круг должен содержать детали реализации, а внутренний круг является наиболее общим, абстрактным.
Помимо этих правил, чистой архитектуры используют Solid принципы, которые советуют, как проектировать модули или компоненты или слои, то есть кирпичики, из которых строятся приложения. Предлагаю очень кратко рассмотреть 5 принципов проектирования, которые делают разработку приложения более понятной, гибкой и удобной в обслуживании. Принцип первый. Принцип единственной ответственности. Он гласит, что каждый элемент, который вы создаете, должен обладать своей уникальной функцией, и у него не должно быть их несколько. Второй принцип – это принцип открытости и закрытости. Он гласит, что компоненты должны быть открыты для расширения и закрыты для изменения. Вы должны иметь возможность расширять поведение компонента с одной стороны, но с другой стороны он должен быть закрыт для изменения. Третий принцип – это принцип подстановки лисков. Если у вас есть класс одного типа и какие-либо подклассы этого класса, вы должны иметь возможность представить использование базового класса с помощью подкласса, не нарушая работу приложения. Четвертый принцип – это принцип разделения интерфейсов. Он гласит, лучше иметь много маленьких интерфейсов, чем большой, чтобы класс не реализовывал методы, которые ему не нужны. И пятый принцип – это принцип инверсии зависимости. Компоненты должны зависеть от абстракций, а не от конкретных реализаций. Также модули более высокого уровня не должны зависеть от модулей более низкого уровня. Все эти принципы могут быть применены на уровне классов и объектов, на уровне модулей и компонентов, и на уровне слоев или сервисов. Теперь подробнее рассмотрим каждый слой на диаграмме. Существуют разные мнения о том, сколько слоев должно быть в чистой архитектуре. Архитектура не определяет точное количество слоев, а вместо этого закладывает фундамент. Идея в том, что вы адаптируете количество слоев к вашим потребностям. В оригинальной диаграмме Uncle Bob выделяет 4 слоя. Первый слой – это entities, это сущности, это бизнес-логика приложения. Второй слой – это use cases, это методы использования или сценарии, также их называют интеракторами или посредниками. Эти методы организуют поток данных в entities и из них. В этом слое находится логика приложения. Интерфейс-адаптеры – это набор адаптеров, которые преобразовывают данные, полученные из базы данных или API, в формат, удобный для юзкейсов и сущностей. К этим адаптерам принадлежат презентеры и контроллеры, а также gateways. У gateways более популярное название еще репозиторий. И последний слой – это слой фреймворков. Это самый внешний слой, тут лежит все остальное. Пользовательский интерфейс, база данных, HTTP-клиент и так далее. Также в нижней правой части диаграммы показан пример того, как данные пересекают границы круга, но эту тему я затрону чуть позже. Предлагаю эту диаграмму немного изменить. Для начала очистим основную схему, убрав из нее лишнее для нас, и переименуем gateways в репозиторий, так как это более распространенное название этой сущности. Теперь мы сделаем вот что. Разрежем слои на части следующим образом. И теперь превратим эту схему в блочную, где цвет будет по-прежнему обозначать принадлежность к слою, а стрелка внизу обозначает правила зависимости. Но давайте сделаем еще один шаг линейности, расположив слои по уровням. И как видите, у нас появилось 3 уровня: Presentation, Domain и Data, которые содержат по 2 слоя. Такая схема воспринимается проще, ведь обычно события и данные в наших приложениях ходят от UI к базе данных или серверу и обратно. Давайте изобразим этот процесс. Красными стрелками показано течение данных. Итак, событие пользователя идет в презентер. Тот передает события в use cases. Use cases делает запрос в репозиторий. Репозиторий получает данные либо с базы данных, либо с бэкэнда. Репозиторий, в свою очередь, создает entities на основе полученных данных. Entities передает данные в use cases. Так use case получает все нужные ему entities. Затем, применив их и свою логику, получает результат, который передает обратно в презентер. А тот, в свою очередь, отображает результат уже в пользовательском интерфейсе. На этой схеме мы также видим серые пунктирные линии. Это границы переходов между слоями. Границы представляют собой 2 интерфейса, один для запроса и один для ответа. Например, предположим, что из use кейсов нужно обратиться к презентеру. Однако этот вызов обязан быть непрямым, чтобы не нарушать правила зависимостей. Таким образом, use case вызывает интерфейс на своем уровне, а презентер из своего уровня должен реализовать его. Чтобы зависимость была направлена в сторону обратную потоку данных,
применяется принцип инверсии зависимостей. Это буква D из аббревиатуры SOLID. То есть вместо того, чтобы use case напрямую зависел от презентера, что нарушало бы правила зависимостей, он зависит от интерфейса на своем уровне, а презентер должен этот интерфейс реализовать. Точно так же схема работает и в других местах. Например, при обращении use case к репозиторию. Чтобы не зависеть от репозитория, выделяется интерфейс и кладется в слой use cases. Что же касается данных, которые пересекают границы, то это должны быть простые структуры. Они могут передаваться как DTO или быть завернуты в хэшмап, или просто быть аргументами при вызове метода. Но они обязательно должны быть в форме более удобной для внутреннего слоя, то есть лежать во внутреннем слое. Итак, принцип инверсии зависимости служит для создания слабосвязанных сущностей, которые легко тестировать, модифицировать и обновлять. Этот принцип можно сформулировать следующим образом. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней. Оба типа модулей должны зависеть именно от абстракций или интерфейсов. Абстракции или интерфейсы не должны зависеть от деталей реализации. В свою же очередь, детали реализации должны зависеть от абстракции. Вот в принципе и все. Теперь попробуем реализовать чистую архитектуру на практике. В этом видео мы создадим приложение, которое будет получать список персонажей из мультсериала Рик энд Морти, а также реализуем поиск персонажей по имени. Всю нужную нам информацию мы будем получать с сайта Rick and Morty API, который предоставляет нужные нам API о каждом персонаже, а результат будет возвращаться в виде формата JSON. Давайте сразу создадим приложение и назовем его как Rick and Morty. Пока идет анализ приложения, вкратце расскажу его функционал. Приложение будет иметь все основные компоненты, такие как получение данных из API, локальный кэш, обработку ошибок и многое другое. Что касается управления состоянием, мы будем использовать блок. Чистая архитектура – это не какая-то конкретная техника управления состоянием. Как вы вскоре увидите, правильная архитектура приложения сделает выбор управления состоянием почти несущественным. Итак, чтобы реализовать чистую архитектуру под Flutter, позвольте мне познакомить вас с чистой архитектурой, реализованную под Flutter, который предложил Мэтт Решетар, известный как ResaCoder. Предлагаю проанализировать и применить эту диаграмму к нашему приложению. Итак, на схеме мы имеем три уровня. Это Presentation, Domain и Data. И эти три уровня обычно объединяются во фьючерсы. Так как у нас приложение простое, то оно будет иметь только один фьючер. Давайте мы реализуем в нашем приложении описанную структуру из одной фьючер, которая будет содержать три вот этих вот уровня Presentation, Domain и Data. В папке lib создадим новую подпапку. Я назову ее как Future. И эта подпапка будет содержать три наших уровня. Это Presentation, потом уровень Domain и уровень данных. Итак, начнем с уровня Presentation. Очевидно, что данный уровень будет включать в себя виджеты для отображения чего-либо на экране, а также состояние виджетов. Для управления состоянием мы будем использовать блок, который на схеме находится в Presentation Logic Holders. Не обязательно использовать блок, можете использовать провайдер или любой другой State Management. Итак, эти виджеты будут отправлять события в блок и прослушивать состояние. То есть в зависимости от события будет выполняться то или иное состояние, которое будет влиять на отображение информации на пользовательском интерфейсе. Итак, давайте создадим нужные папки в нашем приложении для этого уровня. Итак, уровень Presentation будет содержать у нас подпапку Widgets. Также будет содержать подпапку Pages. И также Presentation будет содержать управление состоянием, блок.
Далее рассмотрим уровень домена. Уровень домена – это первозданный центр приложения. Он полностью самодостаточен и не зависит от каких-либо других уровней. Это часть приложения, которая все равно, переключитесь ли вы с Firebase на REST API или передумаете и перейдете с базы данных Hive на SQLite. Поскольку домен не зависит от чего-либо внешнего, изменения таких деталей реализации на него не влияют. С другой стороны, все остальные уровни зависят от домена. Уровень домена будет содержать только основную бизнес-логику, это use cases, и бизнес-объекты, это entities. Use cases – это классы, которые инкапсулируют всю бизнес-логику каждого конкретного сценария приложения. Например, в нашем приложении первый сценарий, к примеру, будет отвечать за получение списка персонажей, а второй сценарий – за поиск персонажей. Также use cases реализуют поток данных в и из entities для реализации бизнес-правил. Но как доменный уровень становится полностью независимым, когда он получает данные из репозитория, то есть из уровня данных. Вы видите на схеме градиент для репозитория? Это означает, что он принадлежит одновременно обоим уровням. И чтобы реализовать передачу данных между границами доменного уровня и уровня данных, мы реализуем принцип инверсии зависимостей. Напомню, что принцип инверсии зависимости гласит, что границы между уровнями должны обрабатываться с помощью интерфейсов. В языке Dart это абстрактные классы. Таким образом, мы создадим абстрактный класс репозитория, который будет находиться в доменном уровне, а за его фактическую реализацию будет отвечать репозиторий, который будет находиться на уровне данных. Получается, мы создадим как бы контракт для передачи данных через границу уровня данных в доменный уровень. Это и будет принципом инверсии зависимостей. Также уровень домена является местом сбоев, которые будем обрабатывать. В приложении не будет много бизнес-логики, поскольку мы просто будем отображать и искать нужных нам персонажей. Что касается бизнес-объектов, то будет одна сущность под названием Person Entity, которая будет содержать нужные нам поля, требуемые для одного персонажа. То есть это картинка персонажа, его ID, название персонажа и так далее. Давайте создадим нужные нам папки. Итак, папка Domain у нас будет содержать следующие подпапки. Это подпапку Use Cases. Также будет содержать Entities. И сам репозиторий. Теперь давайте рассмотрим последний уровень. Это уровень данных. Уровень данных состоит из реализации репозитория, в котором реализуем контракты с доменного уровня, а также уровень данных будет содержать источники данных. Один обычно предназначен для получения API данных сервера, а другой для кэширования этих данных. Репозиторий – это место, где вы решаете, возвращать ли свежие или кэшированные данные, когда их кэшировать и так далее. Информацию о персонажах мы будем получать в виде формата JSON, поэтому вы можете заметить, что источники данных возвращают не сущности, entities, а модели. Причина этого в том, что для преобразования необработанных, то есть сырых данных из JSON в объекты Dart требуется некоторое кодопреобразование в и из JSON. Под кодопреобразованием я имею в виду сериализацию-десериализацию JSON. Мы ведь не хотим, чтобы специфичный для JSON код находился внутри доменных сущностей. А что если мы решим, к примеру, переключиться на XML? Поэтому мы в будущем создадим классы моделей, которые будут расширять сущности и добавлять некоторые дополнительные методы, к примеру, toJSON и fromJSON. А также в моделях, помимо методов, мы можем добавить дополнительные поля, которые нам могут потребоваться. Давайте также в нашем проекте создадим эти все нужные папки для данного уровня. Итак, уровень данных будет у нас содержать источники данных. За это будет отвечать папка Data Sources. Также уровень данных будет содержать у нас модели. Создадим папку Models. И также уровень домена будет содержать папку репозиторий, в которой мы реализуем контракт, который будет находиться на уровне домена. В папке Data Sources
у нас будет два класса. Это Remote Data Source, который будет выполнять HTTP запросы get на сайт с API Rick and Morty, и Local Data Source, который будет просто кэшировать данные с помощью пакета Shared Preferences. Эти два источника данных будут объединены в одном репозитории, который будет единственным источником для получения наших персонажей. Политика кэширования будет очень простой. Если есть сетевое соединение, то всегда будем получать данные из API и кэшировать их. А если сети нету, то будем возвращать последние кэшированные данные. Итак, базовую структуру папок нашего приложения мы реализовали. В следующем видео мы приступим к реализации внутреннего и наиболее стабильного уровня. Это уровня домена. В предыдущем видео мы разобрали основные концепции чистой архитектуры, относящиеся к Flutter. Мы также создали кучу пустых папок для уровней Presentation, Domain и Data внутри приложения. Теперь пора начать заполнять эти пустые папки кодом. Итак, фактически процесс кодирования будет происходить из внутренних наиболее стабильных слоев архитектуры наружу. Это означает, что мы сначала реализуем доменный уровень, начиная с сущности Entities. Давайте создадим файл, который назовем как Person Entity. Это у нас будет класс, который назовем Person Entity. Чтобы узнать, какие поля должен содержать наш класс, предлагаю взглянуть на ответ от сайта Rick and Morty API. Давайте перейдем на сайт Rick and Morty API, зайдем в документацию. Наше приложение будет работать с ответами на получение списка всех персонажей, а именно будем использовать get запрос на API endpoint get all characters. Сам endpoint выглядит следующим образом. А также будем искать персонажей по имени. За это отвечает endpoint filter characters. Он выглядит следующим образом. Если посмотреть на два ответа на get запрос от endpoint get all characters and filter characters, то они будут выглядеть одинаково. Изменяется только URL у каждого endpoint. Итак, наш персонаж будет содержать следующие поля. Это ID, Name, Status, Type, Gender, Origin, Name, Location Name, Image, Episode. Это у нас будет массив эпизодов, который состоит из стрингов. И возьмем поле Created, то есть когда был создан персонаж. Ну и теперь давайте заполним наш класс этими полями. Так, первое поле у нас будет ID, это int. Потом пойдет поле name, он будет иметь тип string. Следующее поле status. Потом у нас идет поле species. Потом поле type. Следующее поле gender. Итак, далее у нас идет поле origin и location. У них мы должны получить только name. В принципе, структура у них похожая, поэтому они у нас будут возвращать не тип string, а, например, класс location. Данный класс мы реализуем чуть позже. Дальше у нас пойдет картинка. Далее у нас идет эпизод. Это массив стрингов. Поэтому сделаем тип list string. И будет поле со временем. Давайте тип зададим не string, а date time. И теперь для двух этих полей реализуем класс location. В принципе, можете его создать как отдельный entity, например, назвать location entity. Но я его создам в файле person entity. И просто назову его класс, ну, давайте entity назовем.
Этот класс будет содержать два поля, name и URL. И создадим конструктор для этого класса. Помимо этого, наш класс будет расширять equitable, что позволит легко сравнивать значения наших полей, чтобы не писать много лишнего кода по переопределению оператора равенства и хэш-кода каждого поля, поскольку Dart по умолчанию поддерживает только ссылочное равенство. Что я имею в виду? Давайте взглянем на такой пакет, как equitable. Возможность сравнивать объекты в Dart часто требует переопределения оператора равенства и хэш-кода. По умолчанию оператор равенства возвращает истину, если два объекта являются одним и тем же экземпляром. Допустим, у нас есть следующий класс person, который имеет поле name. Мы можем создать экземпляр этого класса person следующим образом. Теперь, если мы попытаемся сравнить два экземпляра person, то мы столкнемся с проблемой. Компилятор нам скажет, что это совсем разные объекты, хотя они созданы от одного класса person и с одинаковым именем Bob. Поэтому, чтобы иметь возможность сравнивать два экземпляра person, нам нужно изменить наш класс, а именно у него переопределить оператор равенства и хэш-код следующим вот образом. Теперь, если мы снова запустим наш код, то мы получим значение true, то есть результат будет верным, так как теперь name одинаковый. И вы можете увидеть, как это может быстро стать проблемой при работе со сложными классами. Здесь нам и приходит как раз вот этот вот пакет equitable. Equitable за вас переопределяет оператор равенства и хэш-код через getter props, в котором вы перечисляете нужные вам поля. В результате чего вам не нужно тратить время на написание большого количества шаблонного кода. И на заметку, equitable работает только с неизменяемыми объектами, поэтому все переменные должны быть final. Давайте подключим данный пакет к нашему проекту. Так, пакет я подключил. Давайте вернемся к нашему классу и расширим наш класс от данного пакета equitable. И теперь все переменные сделаем final. И теперь создадим конструктор для нашего класса. Давайте параметры у конструктора все сделаем required и сделаем их именованными. Для required давайте импортнем мету. И оставшиеся поля сделаем также required. Ну и так как мы унаследовались от equitable, то у него необходимо реализовать props. И в getter props передадим все наши поля. Вот, в принципе, и все. Мы с вами реализовали первую сущность Person Entity. Итак, репозиторий. Давайте снова взглянем на схему. Из нее видно, что репозиторий принадлежит как домену, так и уровню данных. Если быть более точным, то его определение, он же еще называется контракт, находится в домене, а реализация в данных. Это обеспечивает полную независимость доменного уровня. Итак, как будет выглядеть контракт? В случае с Dart контракт это просто абстрактный класс. Давайте создадим файл в папке repositories, которая принадлежит уровню домена. И назовем файл person repository. И это у нас будет абстрактный класс. Класс назовем как person repository.
Наш класс PersonRepository будет содержать два метода. Один для получения списка персонажей. Давайте сразу создадим этот метод. Назовем его как getAllPersons. Причем, если вернемся к API Rick and Morty и перейдем в раздел Info and Pagination, то по умолчанию нам будет выдан список из 20 персонажей. Чтобы получить всех персонажей, нам нужно реализовать доступ к разным страницам с помощью параметра Page. Если мы параметр Page не укажем, то будет показана первая страница по умолчанию с 20 персонажами. Поэтому в нашем методе давайте заведем параметр intPage. То есть мы таким образом реализуем подгрузку персонажей или пагинацию. Так, и второй метод у нас будет отвечать за поиск персонажей. И назовем его как searchPerson. Давайте снова вернемся к API Rick and Morty и выберем раздел Filter Characters. Так как будем искать персонажа по имени, то нам необходимо реализовать поле name в запросе. Поэтому во втором методе добавим параметр query типа string. Будем использовать query вместо name, чтобы было понятнее, о чем говорит данный параметр. Итак, снова взглянем на схему. Из нее видно, что use cases будут получать сущности из репозитория и передавать эти сущности на уровень представления. Поэтому наши методы должны возвращать тип listPersonEntity. А чтобы обеспечить асинхронность наших методов, мы будем возвращать future. То есть future listPersonEntity. Но это еще не все. А как насчет ошибок? Мы ведь можем получить список персонажей, если все пройдет гладко, а можем и получить ошибку. Причем мы ведь не хотим, чтобы ошибки свободно распространялись, не забывая их ловить где-то еще в коде. Поэтому предлагаю их перехватывать как можно раньше. А перехватывать их мы будем в репозитории, а затем возвращать объекты failure из наших методов. Таким образом, наш репозиторий будет возвращать из своих методов как объекты listPersonEntity, так и объекты failure. Но как этого добиться? Здесь на помощь нам придет такой пакет, как Darts. Он привносит функциональное программирование в Dart. Все, что нас будет интересовать из этого пакета для лучшей обработки ошибок, это тип either. Давайте подключим данный пакет в наш проект. Итак, пакет я подключил. И как я ранее сказал, нас будет интересовать тип either. Этот тип может использоваться для представления любых двух типов одновременно. И он идеально подходит для обработки ошибок, где сторона L left это сбой, а сторона R right это listPersonEntity, то есть наша сущность. Таким образом, ошибки не будут иметь своего особого, так сказать, потока ошибок, как исключение. Ошибки будут обрабатываться, как и любые другие данные, без использования блока try-catch. Давайте добавим тип either к нашим методам. Итак, в left мы передадим объект failure, а в right передадим listPersonEntity. И тип either реализуем также у второго метода. И теперь осталось определить ошибки failure, так как они являются частью возвращаемого типа either. Ошибки будут использоваться в нескольких методах и слоях приложения, поэтому давайте создадим их в основной папке, которую назовем core. Основную папку core я создам в подпапке lib. И в этой папке я создам еще одну подпапку, которую назову error. И в папке error создадим файл, который я назову как failure.dart. Итак, давайте реализуем здесь один базовый абстрактный класс failure. И унаследуем его от Equitable.
И реализуем getter props. Он у нас будет пустой. От этого класса мы чуть позже реализуем уже конкретные для нас сбои, такие как сбой сервера или сбой получения данных из кэша, как это происходит с обычными исключениями из класса exception. Давайте сохраним и вернемся в репозиторий. И теперь подключим класс failure к нашему репозиторию. Таким образом мы определили контракт для репозитория, а уже контракт реализуем на уровне данных. Use cases – это место, где выполняется бизнес-логика. У нас use cases будет два. Это будет два класса – getAllPersons и searchPerson. Давайте реализуем первый use case. Создадим файл в папочке use case и назовем данный файл как getAllPersons. Это у нас будет класс, который так и назовем getAllPersons. Это у нас будет первый use case, который будет отвечать за отображение списка персонажей. Конечно, в нашем приложении не будет особой логики. Все, что будет делать этот класс, просто получать данные из репозитория. Поэтому создадим переменную, которая будет хранить репозиторий. Person repository. И назовем переменную как person repository. И теперь создадим конструктор, в который мы будем передавать наш person repository. И давайте создадим теперь метод. Назову его getPersonBy. Этот метод будет принимать int page. И сделаем его асинхронным. Возвращать он у нас будет future as a failure list person entity. Итак, давайте подключим нужные классы. И возвращать мы будем person repository метод getAllPersons, куда мы передадим параметр page. Так, только поставим await, так как у нас метод асинхронный. Итак, наш первый use case готов. И как я говорил, что он в принципе особой такой логики не имеет. И все, что он делает, он просто получает данные из репозитория. И будет эти данные передавать уже на уровень презентации. Итак, наше приложение успешно развивается. Мы создали entity, определили контракт для репозитория и реализовали первый use case getAllPersons. Теперь пришло время добавить еще один use case, который откроет хорошую возможность для рефакторинга кода. Первым делом предлагаю изменить название метода в use case с getPersonBy на метод call. Такое название метода идеально подойдет, чтобы его использовать в наших use cases. Тем более, если use cases будет много, то придется для каждого метода придумывать свое название. А так будет проще ориентироваться, просто вызывая метод call. И тем более в Dart метод с именем call может быть запущен как вызовом object call или так просто object. Но, к примеру, мы можем вызвать метод call из нашего use case следующим образом, как getPerson.call, передав параметр page, или просто убрать метод call и вызвать наш use case следующим образом, как getPerson, и просто передать page. Другими словами, мы теперь можем явно не указывать данный метод при вызове use cases, он будет вызываться автоматически. Теперь давайте реализуем второй use case. Он будет очень похож на первый. В папочке use case создадим новый файл, назову его как searchPerson. Так, переименуем use case на searchPerson. И подключим нужные нам классы. Здесь в качестве параметра будет string query.
И уже будем вызывать другой метод searchPersonQuery. Как clean-программисты, мы, несомненно, любим, чтобы наш код имел предсказуемый интерфейс. Публичные методы и свойства классов, которые в основном выполняют одно и то же, должны иметь стандартизированные имена. Что касается наших use cases, то каждый из них должен иметь метод call. Неважно, получает ли логика внутри use case list person entity. Интерфейс должен быть таким же, чтобы избежать путаницы. Поэтому, чтобы предотвратить реализацию разных имен у наших методов в use cases, мы можем предоставить явный абстрактный класс, который будет невозможно вывести. К примеру, такой базовый класс мы можем назвать как useCase. Поэтому давайте в папке core я создам подпапку useCases, а в нем файл usecase.dart. Это у нас будет абстрактный класс. Назовем его useCase. И давайте добавим два типа в параметры класса useCase. Первый тип это type, второй тип это params. Первый из них предназначен для типа возврата без ошибок, который в случае нашего приложения будет сущностью person-entity. А второй тип params вызовет некоторые незначительные изменения кода в уже существующих у нас use cases. И в этом классе реализуем метод call, который будет принимать params, а возвращать он будет future, either, объект failure и наш параметр type. Итак, наш абстрактный класс useCase готов. Теперь давайте перейдем к первому useCase и унаследуемся от общего useCase. Extends useCase. Итак, первый у нас параметр type это будет наш list person-entity. И второй параметр params. Передаем сюда list person-entity. Второй параметр params. Итак, мы унаследовались от базового класса useCase. Теперь нам необходимо определиться с параметрами. Первый useCase принимает параметр page. Поэтому давайте его создадим как отдельный класс внутри нашего первого useCase. Класс давайте назовем как page person params. Унаследуемся от equitable. Реализуем у него свойство props. И здесь создадим переменную, которую назовем endPage. И для нашего класса создадим конструктор. Параметр в конструкторе давайте сделаем именованным. И он у нас будет обязательным. Пометим его required. Импортнем для required мету. И теперь давайте данный параметр передадим в качестве второго типа в наш useCase. И изменим метод call с учетом данного параметра. То есть у нас будет pagePersonParams. И здесь мы уже будем вызывать params.page. То же самое давайте сделаем и со вторым useCase. Унаследуемся от базового useCase. Здесь он будет принимать list person entity. А вторым параметром, давайте второй параметр назовем как search person. То есть search person params. Давайте реализуем данный класс. Так, мы должны еще у первого useCase в getter props передать page.
Так, а сюда мы будем передавать query. Давайте реализуем данный параметр, файл string query. Создадим конструктор. Также сделаем его именованным и обязательным. И теперь данный параметр мы будем передавать в метод call. А здесь мы будем просто обращаться к params и вызывать query. Теперь мы знаем, что метод call должен принимать каждый свой объект params, а не иметь целое число или строку непосредственно в качестве параметра. Итак, мы только что полностью реализовали уровень домена нашего приложения. В следующей части мы начнем работать над уровнем данных, содержащим реализацию репозитория и источников данных. В то время как уровень домена является безопасным центром приложения, который не зависит от других уровней, уровень данных – это место, где приложение встречается с суровым внешним миром API интерфейсов и сторонних библиотек. Он состоит из низкоуровневых источников данных, data sources, также из репозитория и моделей. Вы, наверное, заметили, что мы всегда начинаем работу с внутренних слоев приложения и продвигаемся к окраинам. В конце концов, мы начали с полностью независимого домена, и даже там мы сначала создали entity. Теперь мы начнем с модели, и только потом продолжим и реализуем репозиторий и низкоуровневые источники данных. Почему начнем именно так? Вся чистая архитектура основана на одном базовом принципе. Внешние слои зависят от внутренних слоев, что обозначено этими горизонтальными стрелками. Поэтому имеет смысл начать с центра, так как в противном случае нам было бы трудно реализовать use cases. Например, если бы у нас не было никаких сущностей, которые можно было бы вернуть в первую очередь. Мы знаем, как выглядит абстрактный интерфейс репозитория, который определяется следующим контрактом из уровня домена. Конечно, эти данные нельзя извлечь из воздуха, поэтому перед созданием реализации репозитория нам нужно будет сначала создать удаленные и локальные источники данных. Опять же, нам не нужно сразу создавать их реализации, достаточно будет заключить свои контракты, которые они должны выполнять, используя абстрактные классы. Типы возвращаемых методов источников данных будут очень похожи на те, что в репозитории, но с двумя огромными отличиями. Они не будут возвращать ошибки, встроенными с помощью failures. Вместо этого они будут генерировать исключения. Кроме того, вместо того, чтобы возвращать сущность person entity, источники данных будут возвращать объекты person model, то есть модели. Все это происходит потому, что источники данных находятся на абсолютной границе между красивым и уютным миром нашего собственного кода и пугающим внешним миром API и сторонних библиотек. Поэтому следующее видео мы начнем с реализации моделей. Модели – это сущности, в которые мы добавим некоторые дополнительные методы. В нашем случае это будет возможность сериализации и десериализации в и из JSON, так как API сайта ответит данными в формате JSON. Поэтому нам нужен способ конвертировать их в объекты Dart и обратно. Итак, давайте в папке Models создадим файл. И файл я назову как PersonModel. Это будет класс, который давайте назовем PersonModel. И унаследуем его от нашей сущности PersonEntity. И давайте теперь просто передадим все параметры конструктора суперклассу. Все поля у нас имеют модификатор required, поэтому давайте подключим мету. И теперь давайте все параметры конструктора PersonModel передадим суперклассу.
Ну и теперь давайте реализуем логику преобразования. И начнем с метода FromJSON, который будет возвращать экземпляр PersonModel с теми же данными, что и JSON. Это у нас будет фабричный конструктор factory PersonModel.FromJSON. И как принято в Dart, FromJSON всегда принимает в качестве параметра map_string_dynamic. И он у нас будет выводить тип, в данном случае PersonModel. Итак, у нас первое поле ID, мы будем его получать из JSON. В ответе он так и будет называться как ID. И то же самое проделаем с другими полями. У поля Origin мы должны получить name. Поэтому сначала обращаемся к Origin, а потом к полю name. То же самое с Location. Поле эпизод у нас содержит список стрингов, поэтому мы преобразуем его сразу в объект list. Следующим образом. А поле created мы приведем к типу string через dateTime, используя у него конструктор parse. И приведем его к типу string. Итак, первый метод FromJSON готов. Теперь реализуем второй метод преобразования объектов в JSON через метод toJSON. По соглашению это метод экземпляра, возвращающий map_string_dynamic. Итак, мы реализовали второй метод toJSON. Давайте вернемся к полям Origin и Location. У них мы должны получить name. Чтобы они отработали правильно, предлагаю создать еще одну модель и назвать ее LocationModel. Это у нас будет класс LocationModel. И унаследуем его от LocationEntity. И здесь также мы передадим параметры конструктора суперклассу и реализуем два метода FromJSON и toJSON. Следующим образом. И теперь давайте вернемся к нашей модели PersonModel и немножко изменим поля Origin и Location с учетом класса LocationModel. Итак, если у нас Origin содержит какую-то информацию, то есть не равен null, тогда мы эту информацию будем получать из LocationModel, используя конструктор FromJSON. А иначе будем возвращать null. И то же самое сделаем с полем Location. Теперь у нас есть модель, которую мы можем преобразовывать в и из JSON. Некоторые программисты говорят, что модели должны содержать только некоторые дополнительные поля, которые не реализованы в сущности, а не какую-либо логику преобразования.
которую вместо этого следует поместить в отдельные классы mapper. Все зависит от обстоятельств. У нас нет дополнительных полей для добавления, и я считаю, что код преобразования прямо внутри модели проще в использовании. Итак, наша модель готова. В следующих видео займемся реализацией источников данных. В этом видео реализуем удаленный источник данных для того, чтобы мы смогли реализовать репозиторий, который нуждается в источниках данных более низкого уровня, чтобы получать фактические данные. Итак, давайте в папке Data Sources создадим новый файл. Я его назову как Person Remote Data Source. Это у нас будет абстрактный класс. И назовем его как Person Remote Data Source. Он будет практически идентичен интерфейсу репозитория, который находится на уровне домена. В нем также давайте реализуем методы getAllPersons. Этот метод будет у нас принимать параметр page. И второй метод searchPerson, который будет принимать query типа string. Однако, как я уже объяснял в видео по обзору уровня данных, тип возвращаемого значения у них будет другим. Мы находимся на границе между внешним миром и нашим приложением, поэтому хотим, чтобы все было просто. Здесь уже не будет failure list person entity, а вместо этого мы будем возвращать person model, а именно list person model. И эти методы также сделаем асинхронными. То есть они будут возвращать тип future. Ошибки будут обрабатываться путем создания исключений, а заботу об этих, так сказать, немых данных и преобразование их в тип either будет возложено на репозиторий. Итак, здесь каждый метод обращается к своему endpoint. В результате чего оба этих метода могут вызвать исключение, к примеру, server exception. Если ответа сервера содержит код, к примеру, 404 not found. Дело в том, что в настоящее время у нас нет server exception. Поэтому давайте создадим его. Server exception потенциально может использоваться несколькими методами. Поэтому давайте мы его реализуем в файле core error и создадим файл, который я назову как exception. И создадим класс, который так и назовем. Server exception. И он у нас будет реализован от класса exception. И также предлагаю сразу создать исключение cache exception, которое будет генерироваться локальным источником данных. Здесь я сохраняю простоту, не имея полей внутри настраиваемых исключений. Если вы хотите передать больше информации об ошибке, не стесняйтесь добавлять поля сообщений в классы ваших проектов. Поскольку мы имеем дело с исключениями, давайте также добавим дополнительные ошибки для обработки сервера и кэша в файле failure.dart. Помните, что репозиторий будет перехватывать исключения и возвращать их, используя тип either, как и failures. По этой причине тип failure обычно точно соответствует типу exception. Поэтому давайте создадим такие же ошибки. Это у нас будет класс не сервер exception, а сервер failure. И унаследуем его от класса failure. И также реализуем ошибку для кэша. С ошибками и исключениями разобрались. Предлагаю не останавливаться на определении контракта Person Remote Data Source, а сразу давайте реализуем его в этом же файле. Создадим класс. Класс я назову как Person
remote data source impl, то есть implement. И он у нас будет реализован от нашего контракта person remote data source. Давайте сразу добавим наши два метода. Наш person remote data source impl будет получать информацию из сети, поэтому для работы с сетью воспользуемся пакетом HTTP. Он находится на ресурсе PubDev, называется HTTP. Давайте его подключим к нашему проекту. Переходим в файл pubspec.yaml и подключаем его. Итак, давайте начнем с метода getAllPersons. Первым делом его сделаем асинхронным. Итак, сделаем запрос на первый endpoint. И ответ от запроса вернем в переменную response. Для того, чтобы выполнить запрос, нам необходимо реализовать HTTP клиент. Давайте мы его с вами здесь реализуем. Это у нас будет final HTTP. Нам необходимо подключить данный пакет к нашему классу. Для этого вызываем import http.dart. И будем обращаться через объект HTTP. И теперь у объекта HTTP реализуем клиент. Давайте сразу создадим конструктор. Он у нас будет именованный. И также пометим его модификатором required. И подключим мету. И теперь через клиент сделаем get-запрос к нашему endpoint. Здесь мы используем класс Юрий, у которого вызовем конструктор parse. И сюда мы передаем наш endpoint. И у нас есть также параметр page. Давайте единичку я заменю на page. И давайте еще у get реализуем второй параметр headers. В качестве headers передадим application.json, чтобы получить ответ в формате JSON. Для этого обращаемся по ключу content type и передаем значение application.json. И теперь нам необходимо ответ проверить. Если у нас response статус-код равен 200, то есть ответ у нас выполнился успешно, мы тогда будем получать список наших персонажей. Сначала давайте декодируем тело респонса, используя JSON decode. Который будет содержать response body. Так, давайте подключим библиотеку Dart Convert. И теперь будем возвращать список наших персонажей. Для того, чтобы вернуть не одного персонажа, а список всех персонажей, обратимся к полю JSON Results. Это у нас будет список. Дальше с помощью метода map. Давайте вместо буквы E я передам параметр person. И здесь мы будем обращаться к нашей модели person model from JSON. И передавать параметр person. И сразу его будем конвертировать в toList. А если у нас ответ выполнился с ошибкой, тогда мы будем вызывать исключение. Сервер exception, который мы реализовали в файле exception.dart. Итак, мы с вами реализовали первый метод. Теперь давайте реализуем второй метод.
Также его сделаем асинхронным. Здесь, в принципе, все будет точно так же, как и в первом методе. За исключением того, что мы будем обращаться к другому endpoint. И здесь вместо rig поставим наш запрос query. Как видите, выполнение запроса copy одинаковый, поэтому, чтобы не повторять код, предлагаю вынести основное тело запроса в отдельный метод. Давайте реализуем такой метод. Он у нас будет приватный. И назову его как getPerson from URL. И принимать в качестве параметра он будет наши endpoints, то есть URL. А возвращать он будет FutureListPersonModel. Итак, давайте первым делом я установлю print для того, чтобы посмотреть, какой endpoint у нас будет вызываться. То есть мы будем его распечатывать в debug консоли. И теперь давайте основное тело запроса перенесем сюда, в наш новый метод getPersonFromURL. Также его необходимо сделать асинхронным. И здесь мы будем уже вместо endpoint передавать параметр URL, который нам поступит. Ну и осталось применить вызов метода getPersonFromURL к нашим методам. Это будет выглядеть следующим образом. Мы здесь просто будем возвращать наш метод getPersonFromURL. Сюда мы будем передавать первый endpoint. В качестве параметра передаем page. А здесь мы будем возвращать уже другой endpoint. Только здесь мы будем передавать query. Таким образом, мы с вами реализовали получение данных с удаленного источника данных. В данном случае с API сайта Rick and Morty. В следующем видео реализуем локальный источник данных. В этом видео создадим локальный источник данных, который будет отвечать за кэширование информации о персонажах на устройство и извлекать последние кэшированные данные, если устройство не в сети. Итак, давайте в папке Data Sources создадим новый файл и назовем его как Person Local Data Source. Итак, это будет абстрактный класс, который так и назовем Person Local Data Source. Класс будет включать в себя два метода. Первый метод я назову как getLastPersons from cache. Второй метод я назову как Persons to cache. Первый метод у нас будет возвращать кэшированные данные, то есть список наших персонажей, поэтому возвращаемый тип у него будет ListPersonModel. А второй метод будет записывать персонажей в кэш, поэтому в качестве параметра ему нужно предоставить список персонажей. И давайте параметр я назову как Persons. А возвращать он ничего не будет. Он будет просто записывать персонажей на устройство.
И опять же сделаем наши методы асинхронными, обернув типы возвращаемых значений во future. И давайте я добавлю общее описание для наших методов. В итоге эти методы будут нам генерировать исключение, которое будет называться cacheException, и которое мы реализовали в exception.dart. Ну и теперь предлагаю реализовать наш абстрактный класс. Класс я назову как person local data source impl. И он у нас будет реализован от класса person local data source. Добавим необходимые нам методы. Итак, когда дело доходит до сохранения локальных данных, существует множество вариантов на выбор, как сохранять данные. Я буду использовать пакет Shared Preferences. Его будет достаточно для сохранения информации о персонажах, который будет преобразован в JSON. Давайте подключим данный пакет в наш проект. Пакет я подключил, и вернемся к нашему Local Data Source. Для работы с данными хранилища нам понадобится экземпляр класса Shared Preferences. Предлагаю создать переменную, которая будет предоставлять экземпляр класса Shared Preferences. И переменную я назову как Shared Preferences. Создадим конструктор для нашей переменной. Параметр в конструкторе будет именованный и обязательный. Для модификатора required подключим мету. Итак, предлагаю начать, наверное, со второго метода. Это persons2cache, который будет записывать данные в кэш-устройство. Итак, каким образом модель будет храниться в Shared Preferences? Хранение сложных объектов, таких как list person model, внутри Shared Preferences, возможно только в строковом формате. Следовательно, значение возвращаемого из объекта Shared Preferences будет строкой JSON, так же как и ответ API является строкой JSON. Давайте здесь создадим переменную, которая будет возвращать listString. Ну, переменную я назову как JSON persons list. Итак, обращаемся к параметру persons и будем его мапить. То есть мапить элементы в список. Давайте букву E я заменю на person. Итак, обращаемся к JSON encode. Подключим пакет Dart Convert. И теперь у person вызовем метод toJSON. То есть всякий раз, когда лист person model будет преобразовываться в JSON в нашем локальном источнике данных, то будет запускаться метод toJSON, выводящий карту, которую мы задали вот в этом методе. И все это дело преобразуем в toList. И теперь данную карту в кодировке JSON нужно сохранить в Shared Preferences. Обращаемся к переменной Shared Preferences. И так как мы будем записывать тип listString, то для записи такого типа вызовем метод setStringList. Shared Preference хранит свои данные в виде пары, ключ значения. Поэтому в метод setStringList первым параметром передадим ключ. Ну, к примеру, я назову его как cached persons list. А вторым параметром передадим значение, то есть нашу переменную JSON person list. Поскольку типом возвращаемого значения метода у нас является тип future, а Shared Preferences, вероятно, это единственная синхронная локальная библиотека для сохранения данных, то мы будем использовать фабрику future value для возврата уже завершенного future. И в качестве параметра мы передадим JSON persons list.
Так, давайте только ключ вынесем в константу. Константу я назову как cached person list. И эту константу мы будем передавать в качестве ключа. Ну и давайте поставим print, чтобы посмотреть, что у нас происходит запись информации в кэш устройства. Итак, мы с вами реализовали метод для записи кэша на устройство. Теперь предлагаю сосредоточиться на методе getLastPersonsFromCache. Вызов этого метода должен вернуть кэшированный listPersonModel из Shared Preferences. Конечно, учитывая, что он был ранее кэширован. Поэтому давайте также создадим переменную. Я назову ее как JSON_PersonsList. Обращаемся к Shared Preferences. И для того, чтобы получить список строк, будем использовать метод getStringList. И здесь в качестве ключа мы просто передадим нашу константу. Мы не можем просто полагаться, что нам всегда будет возвращаться последние записанные в кэш данные. Что если пользователь запускает приложение в первый раз, не имея подключения к интернету? В таком случае репозиторий немедленно обратится к Shared Preferences, и они вернут null. Поэтому сделаем проверку. Если JSON_PersonList у нас is not empty, тогда здесь будем что-то возвращать, а иначе мы будем возвращать cache_exception. Так, и здесь также будем возвращать future value для возврата уже завершенного future. Здесь мы обращаемся к переменной JSON_PersonList. Вызываем метод map. Сюда я передам person. Теперь обращаемся к нашей модели PersonModel FromJSON. И в параметр FromJSON передадим JSON_decode. И сюда передадим наш person. И все это дело также преобразуем в toList. Итак, мы с вами реализовали локальный источник данных. Репозиторий – это мозг уровня данных приложения. Он обрабатывает данные из удаленных и локальных источников данных, решает, какой источник данных предпочесть, а также именно здесь определяется политика кэширования данных. Интерфейсы, абстрактные классы, что угодно. У каждого языка есть своя изюминка. Важно то, что у нас уже есть контракт, который должен реализовать репозиторий. Таким образом, use-кейсы, взаимодействующие с репозиторием, не должны ничего знать о том, как он работает. Поэтому давайте создадим новый файл в папке Data и в подпапке Repositories. И этот файл я назову как Person Repository Impl. И данный файл будет содержать реализацию наших методов, которые объявлены в репозитории на уровне данных. Итак, давайте класс я назову как Person Repository Impl. И он будет реализовываться от нашего репозитория, который находится на уровне домена. Это Person Repository. Так, и давайте добавим два метода. Это getAllPersons и searchPerson. Для реализации репозитория нам потребуются источники данных, и мы их позже задействуем. Но достаточно ли источников данных? В конце концов, мы будем кэшировать последнюю записанную информацию о наших персонажах локально на устройстве, чтобы убедиться, что пользователь что-то видит, даже когда он не в сети. Это означает, что нам также понадобится способ узнать о текущем состоянии сетевого подключения. Поскольку мы хотим сохранить наш код как можно более независимым от внешнего мира, мы не будем просто вставлять какие-либо сторонние библиотеки для подключения непосредственно в этот репозиторий. Вместо этого давайте создадим класс NetworkInfo. И этот класс у нас будет находиться в папке Core
И давайте я создам папку, которую назову как платформ. Почему я папку назвал именно платформ? Потому что класс, который мы создадим, будет связан с базовой платформой. На Android процесс получения сетевой информации может отличаться от процесса на iOS. Конечно, мы будем использовать сторонний пакет для унификации процесса, но это так, на всякий случай. Итак, давайте в этой папке я создам файл, который назову network.info. Это у нас будет абстрактный класс, который назовем network.info. И он у нас будет содержать getter is connected, с помощью которого мы будем проверять, находится ли устройство в сети или нет. И возвращать мы будем future с типом bool. Для проверки соединения устройства с сетью давайте воспользуемся таким пакетом, как Internet Connection Checker. Предлагаю его подключить в наше приложение. И теперь давайте реализуем класс. Класс я назову как Network Info Impl. Он будет реализован от класса Network Info. Добавим метод getIsConnected. Итак, давайте для проверки соединения создадим переменную, которая будет возвращать экземпляр класса Internet Connection Checker. Переменную я так и назову Connection Checker. И давайте для данной переменной создадим конструктор. И наш getIsConnected будет возвращать connection checker .hasConnection. Вы, наверное, спросите, точно ли сработает данный пакет? Покажет ли он правдивую информацию о том, что устройство в сети или нет? Предлагаю перейти в этот пакет. И здесь вы можете видеть, что используемые адреса указывают на DNS серверов Cloudflare, Google и OpenDNS. Я это показываю к тому, что эти три службы вместе имеют стопроцентное время безотказной работы, поэтому не стоит беспокоиться о том, будет ли правдиво определен онлайн-статус устройства. Давайте вернемся к нашему репозиторию. Мы знаем, что репозиторий должен принимать удаленные и локальные источники данных, а также он будет принимать теперь объект network.info. Поэтому добавим все необходимые поля и параметры конструктора в наш репозиторий. И создадим конструктор этих полей. Параметры в конструкторе сделаем именованными и обязательными. Давайте импортнем сразу мету для модификатора required. Ну и теперь начнем с реализации метода getAllPersons. Данный метод сразу сделаем асинхронным. И возвращать мы будем результат. Это правая сторона write из типа either. Работа репозитория состоит в том, чтобы получать свежие данные из API при наличии подключения к интернету, а затем кэшировать их локально, или получать кэшированные данные, когда пользователь находится в автономном режиме. Таким образом, первое, что мы сделаем для этого метода, это узнаем сетевой статус устройства. Для этого давайте проверим, было ли вызвано свойство isConnected у класса network.info. Если await network.info isConnected, тогда будем возвращать результат. Теперь реализуем получение данных из Remote Data Source. Давайте я создам переменную, назову ее как Remote Person. Здесь мы будем обращаться к нашему Remote Data Source. И у него будем вызывать метод getAllPersons, куда мы передадим параметр page.
Если наши персонажи успешно получены из API, то мы их сразу будем кэшировать на устройство. Обращаемся к нашей Local Data Source и вызываем метод person2cache, куда мы передадим полученных персонажей. И возвращать мы будем remote person в тип write. Итак, мы подключены к сети, и удаленный источник данных может сгенерировать нам исключение сервер exception. Это исключение мы должны преобразовать в ошибку сервер failure и вернуть его из метода. То в таком случае ничего не будем кэшировать. Так, только вот это все мы должны обернуть в блок try catch. И теперь мы будем возвращать сервер failure через тип left. Левая сторона left из пакета either отвечает за сбой. И в нее передадим сервер failure. Это мы реализовали онлайн поведение. Теперь давайте реализуем у этого метода офлайн поведение, то есть когда устройство не в сети. Поэтому напишем иначе. И давайте снова реализуем блок try catch. Здесь создадим переменную, я назову ее как location person. Если у нас устройство не в сети, мы обращаемся к локальному источнику данных и вызываем метод getLastPerson from cache. И будем возвращать через тип write наш local person. Мы также должны обработать случай, когда локальный источник данных выбрасывает cache exception, возвращая cache failure через левую ошибочную сторону either. Как написано в документации к этому методу, исключение cache exception будет происходить всякий раз, когда в кэше ничего нет. Поэтому обработаем cache exception и возвращать мы будем failure, cache failure. Все, наш метод готов. Теперь перейдем к методу searchPerson. Сделаем его также асинхронным. И все, что здесь будет изменяться, так это вызов метода у удаленного источника данных. Здесь мы будем вызывать searchPerson, передавая в параметр query. Как видите, в реализации он точно такой же, как и первый метод. Поэтому, чтобы не повторять код, давайте вот это тело основное вынесем в отдельный метод. Предлагаю метод назвать как getPersons. Метод у нас будет получать функцию, а возвращать FutureListPersonModel. И давайте данный метод назовем как getPersons. Подключим нашу модель. А сам метод getPersons будет возвращать future, either, либо ошибку, либо list person model, то есть результат. Метод сделаем асинхронным. И теперь в этот метод вставим вот этот весь код. Только вместо remote data source мы будем передавать функцию getPersons. Ну и осталось применить данный метод к нашим методам. Это searchPerson и getAllPersons. Это будет выглядеть следующим образом. Значит, мы будем возвращать приватный метод getPersons. А уже внутри метода getPersons мы будем возвращать нужный нам удаленный источник данных. Здесь мы будем вызывать getAllPersons. А здесь мы будем вызывать searchPerson.
Итак, мы полностью реализовали репозиторий, а также полностью завершили работу на уровне данных. Уровень представления будет содержать пользовательский интерфейс в виде страниц и вспомогательных виджетов, а также он включает в себя Presentation Logic Holders, в котором мы реализуем управление состоянием для нашего приложения. Здесь вы можете использовать любое управление состоянием, к примеру, Change Notifier, Block, Redux, MobX, Provider, RiverPod, GetX и так далее. Однако в случае с нашим приложением мы будем использовать блок для поиска персонажей, а для получения списка персонажей предлагаю использовать Qubit. Для реализации шаблона блок и Qubit предлагаю воспользоваться пакетом FlutterBlock. И давайте данный пакет подключим в наше приложение. Блок является аббревиатурой Business Logic Component, то есть компонент бизнес-логики. Следуя чистой архитектуре, его лучше назвать PLOG, то есть компонент логики представления. Но я думаю, что мы будем придерживаться исходного соглашения об именах. В конце концов, вся бизнес-логика находится на уровне домена. Давайте вкратце вспомним про блок. Блок – это шаблон управления реактивным состоянием, при котором данные передаются только в одном направлении. Передачу данных можно разделить на три основных этапа. Это события или events, которые отправляются из виджетов пользовательского интерфейса. К примеру, получить список персонажей. Дальше в действие вступает сам блок, который получает события и выполняет соответствующую бизнес-логику. В случае с чистой архитектурой он будет вызывать нужные нам use-кейсы. И состояния или states, которые передаются из блока обратно в виджеты пользовательского интерфейса и отображают вновь поступившие данные. Теперь вкратце вспомним, что такое Qubit. У него вместо событий используются функции functions, и для передачи нового состояния вызывается метод emit, который будет отправлять это новое состояние обратно в пользовательский интерфейс. А остальное все аналогично, как у блок. Итак, предлагаю сначала реализовать поиск персонажей, используя блок. Давайте в папке блок создадим новую подпапку. И эту подпапку я назову как Search Block. И в этой папке мы создадим три файла. Это search event.dart. Этот файл будет отвечать за события. Потом создадим файл состояний search state.dart. И создадим файл самим блоком search block.dart. Предлагаю сначала определиться с событиями. У нас будет одно событие. Это когда пользователь нажмет на кнопку «Поиск» на клавиатуре. Это у нас будет абстрактный класс. Его я назову как Person Search Event. И будем расширяться от Equitable. Давайте создадим конструктор для этого класса. И реализуем props. В него мы ничего не будем передавать. Ну и теперь реализуем само событие. Это у нас будет класс Search Persons. И мы будем унаследоваться от класса Person Search Event. И он у нас будет содержать только одно поле типа string. Давайте поле я назову как Person Query. Через свойство Person Query мы будем передавать запросы. И давайте для этого поля создадим конструктор. Все, наше событие готово. Теперь перейдем к состояниям. Это также будет абстрактный класс. Состояние я назову как Person Search State.
Также унаследуемся от Equitable. Создадим конструктор для нашего абстрактного класса. И реализуем props. Итак, у нас будет 4 состояния. Первое состояние я назову как person empty. Это первоначальное состояние нашего поиска. То есть, когда мы еще ничего не ввели. Реализуем второе состояние. Второе состояние я назову как person search loading. Это состояние отвечает за то, когда только начинается загрузка наших персонажей из сети, когда мы ввели имя персонажа. Реализуем следующее состояние. Третье состояние я назову как person search loaded. Это состояние будет отвечать за то, когда все персонажи загрузились, и их необходимо отобразить на экране. И здесь у нас будет одно поле, которое назовем persons. Возвращать он будет person entity, то есть информацию о персонажах. Давайте создадим конструктор для этого поля. И в конструкторе параметр сделаем именованным. И в getterProps передадим данное поле. И реализуем четвертое состояние, когда у нас при загрузке произошла ошибка. Назову это состояние как person search error. И здесь мы будем выводить ошибку. Через поле message. Сделаем конструктор. В конструкторе параметр сделаем именованным и обязательным. Давайте подключим мету. И реализуем getterProps, куда мы передадим message. Итак, мы описали состояние. Теперь реализуем сам блок. Это у нас будет класс. Давайте я назову его как person search блок. И здесь мы будем расширяться от блок. Первым параметром он принимает event, вторым state. Поэтому сюда мы передадим person search event, а вторым параметром state. Person search state. И у него необходимо реализовать один метод и конструктор. Так, нам потребуется use case. Давайте мы его сразу подключим. Search person. Перемену я так и назову, как search person. И этот use case мы будем передавать в параметр конструктора. Он будет именованный и обязательный. А в суперкласс конструктора мы передадим person empty. Итак, теперь реализуем метод mapEventToState. Сделаем его асинхронным. Так как мы работаем со стримом, у async добавим звездочку. Итак, теперь будет выполняться проверка, если наш event, то есть если у нас событие из search persons, тогда мы будем вызывать нужное нам состояние. Давайте состояние реализуем в отдельном методе. И метод я назову как map fetch persons to state. В качестве параметра мы будем передавать person query. Теперь давайте реализуем данный приватный метод.
он будет принимать person query. И он также будет асинхронный. Возвращать он будет stream person search state. Итак, начнем с первого состояния. Здесь мы просто будем вызывать person search loading. То есть, когда у нас только начинается загрузка персонажей. И далее, когда мы в поиск вводим имя персонажа, нам необходимо их получить. Или получить ошибку. Поэтому давайте я создам переменную, которую назову как failure or person. И здесь нам необходимо обратиться к нашему use case через переменную searchPerson. Здесь можете использовать метод call, но метод call вызовется автоматически, поэтому я не буду использовать метод call. И сразу передам параметры в этот метод. Как вы помните, мы с вами реализовывали параметр, который называется searchPerson params, в который мы должны передать запрос, то есть нашу переменную person query. И теперь нам необходимо отобразить персонажей по имени, которые мы ведем в поиск, или отобразим ошибку, если что-то пойдет не так. Для этого обращаемся к нашей переменной failure or person и используем такой метод, как fault из пакета either, где L это будет ошибка, R это будет результат. Давайте вместо L я напишу failure, а вместо R я напишу person. Итак, если у нас failure, то мы будем возвращать person search error, в который мы передадим ошибку. А если у нас все прошло хорошо, тогда отобразим персонажей в поиске. То есть здесь будем возвращать person search loaded, в который мы передадим person. Итак, давайте реализуем метод, который будет отображать нам необходимую ошибку. Либо сервер failure, либо кэш failure. Сюда мы будем передавать метод, который я назову как map failure to message. И который будет принимать failure. Давайте реализуем данный метод. Он у нас будет возвращать тип string. И пробежимся свечом по типу наших ошибок. Значит, здесь мы обращаемся к параметру failure и вызываем свойство runType. Итак, если у нас сервер failure, тогда будем отображать сервер failure. А если у нас кэш failure, тогда будем отображать кэш failure. А иначе будем возвращать неожиданную ошибку. Unexpected error. Вот, в принципе, и все. Мы с вами реализовали блок для поиска персонажей. В этом видео мы с вами реализуем получение списка персонажей, используя Qubit. Итак, давайте в папке блок создадим новую подпапку. И назову я ее Person List Qubit. И в этой папке создадим два файла. Первый я назову как Person List Qubit. А второй я назову как Person List State.
И так как Qubit не использует события, поэтому у нас будет только два файла. И начнем с файла person_list_state, то есть с файла состояний. Здесь опять же создадим абстрактный общий класс для наших состояний. И назову я его как person_state. Унаследуемся от Equitable. Для этого класса реализуем конструктор. Он ничего не будет принимать. И теперь реализуем getterProps. Он у нас будет пустой. У нас будет 4 состояния. И давайте опишем каждое. Первое состояние я назову как personEmpty. Это у нас будет первоначальное состояние нашего списка персонажей. То есть, когда персонажей еще нет при запуске приложения. И здесь реализуем props. Далее опишем состояние, когда только начинается загрузка персонажей из сети. И это состояние я назову как personLoading. В этом состоянии будет происходить решение о том, стоит ли подгружать персонажей или нет, а также будет отображаться индикатор загрузки на экране. Поэтому здесь я создам две переменные. Первая у нас будет возвращать список персонажей, то есть list person entity. И переменную я назову как old persons list. Эта переменная будет служить для подгрузки персонажей. И вторую переменную я назову как isFirstFetch. Эта переменная будет проверять, загружен ли у нас сейчас первый список из 20 персонажей на первой странице. Если у нас будет вторая страница, то мы будем реализовывать подгрузку новых персонажей к старым через перемену oldPersonList. Давайте для этих переменных создадим конструктор. Так, и переменная isFirstFetch у нас будет именованная. И по умолчанию она у нас будет иметь значение false. И реализуем getterProps, в который мы передадим поле oldPersonsList. Следующее состояние, которое мы опишем, это когда все персонажи загрузились, и их необходимо отобразить на экране. И это состояние я назову как personLoaded. Итак, здесь также нам потребуется переменная, которая будет возвращать список персонажей. Переменную я назову как personsList. Для нее давайте также создадим конструктор и реализуем props, в который мы передадим personsList. И последнее состояние, которое мы опишем, оно будет отвечать за сбой загрузки персонажей из сети. И это состояние я назову как personError. И в этом состоянии мы будем выводить ошибку. Поэтому давайте создадим одно поле типа string. Поле назову как message. Для него давайте также создадим конструктор. Он у нас будет именованный и обязательный. Подключим мету. И реализуем props, куда мы передадим поле message. Итак, состояниями определились. Теперь давайте реализуем на основе этих состояний сам Qubit. Переходим в файл personListQubit. Это у нас будет класс, который я назову personListQubit. И здесь мы будем наследоваться не от блок, а от Qubit. И Qubit принимает только state, который мы реализовали. Давайте здесь добавим необходимые методы. В данном случае конструктор нам необходимо реализовать у Qubit. В конструктор мы будем передавать наш use case, который называется getAllPersons.
Я так и назову переменную getAllPersons. Параметр в конструкторе будет именованный и обязательный. Подключим метод также для модификатора required. А в супер класс конструктора мы передадим наше первоначальное состояние personEmpty. И так как я уже сказал, Qubit не имеет событий. Он работает только через методы, функции. Поэтому давайте мы создадим функцию, которую я назову как loadPerson. И через пользовательский интерфейс мы будем обращаться к этому методу. Сделаем его асинхронным. Итак, проверим первое состояние. Если state у нас is personLoading, тогда мы просто будем возвращать return. Давайте мы это состояние state поместим в переменную, которую я назову currentState для удобства. Итак, теперь проверим данную переменную. Если у нас currentState, то есть текущее состояние, имеет тип personLoaded, то есть когда наши все персонажи загрузились, тогда нам необходимо все загруженные персонажи разместить в переменной, которую давайте я назову oldPerson. И эту переменную мы будем смотреть. Если она содержит уже старых персонажей, тогда мы будем подгружать новых. Так, сначала она у нас будет пустая. Итак, мы помещаем список наших загруженных персонажей в эту переменную через currentState. Так, только эта переменная у нас должна быть не final, а var, так как мы будем ее изменять, добавляя в нее персонажей с помощью currentState_personList. И далее с помощью метода emit мы будем смотреть на подгрузку наших персонажей. То есть сюда мы передаем personLoading, наше состояние, когда у нас начинается снова загружаться персонажи. И сюда мы просто передаем список старых персонажей, которые уже загрузились. И будем здесь проверять переменную isFirstFetch, если у нас page равен единице. Так, нам необходима переменная page. Давайте ее также реализуем. Это будет int page. По умолчанию она у нас будет равна единице, то есть первая страница. Ну и опять же, когда мы персонажи получим, то будем возвращать результат. А если у нас какая-то будет ошибка, то будем возвращать ошибку. Поэтому я создам переменную, которую также назову как failure_person. Здесь мы будем вызывать наш use case getAllPersons. И в качестве параметра мы будем передавать нашу страницу. То есть обращаемся к параметру pagePersonParams, в которую мы передадим нашу страничку page. Так, только здесь метод. Ну и теперь обращаемся к нашей переменной failure_person и используем метод fold, который находится в пакете Dart, где L это ошибка, R это результат. Ну давайте вместо person я напишу character. Здесь мы будем возвращать person error состояние. То есть когда у нас ошибка, пока я ее сделаю строковой. А результат мы распишем следующим образом. Итак, здесь мы будем увеличивать значение счетчика у нашей переменной page на единицу. Так, и для того, чтобы нам подгрузить персонажа, давайте еще одну переменную создам, которую я назову person. Давайте назову persons. State с personLoading. Тогда мы передаем в эту переменную oldPersonsList, то есть всех загруженных персонажей. И далее всех загруженных персонажей мы добавляем в нашу переменную persons через метод addAll.
куда мы передадим параметр character. Ну и здесь также через метод emit мы будем вызывать состояние person loaded. То есть когда наши персонажи снова загрузились. Ну и осталось реализовать вывод ошибок. В зависимости от того, что у нас придет. Если у нас недоступен сервер, будем отображать сервер failure. Или если ошибка связана с кэшем, будем отображать кэш failure. Так, давайте я также метод назову как map failure to message. Принимать он будет error. И этот метод у нас будет также похож на метод, который реализован в блоке. Итак, давайте добавим сервер failure. Он находится в файле failure.dart. И добавим константы. Итак, мы с вами полностью реализовали получение списка персонажей через Qubit. В следующем видео мы с вами затронем тему Dependency Injection. Итак, начнем с такого термина, как зависимость. Что такое зависимость? Предлагаю данный термин рассмотреть на очень простом примере. Пусть у нас будет класс А и класс Б. И вот когда классу А нужен класс Б для выполнения своих операций, тогда получается, что класс А становится зависимым от класса Б, а класс Б действует уже как зависимость для класса А. Теперь давайте все это дело рассмотрим на примере нашего приложения. Здесь наш HTTP клиент зависит от библиотеки HTTP, в котором мы ссылаемся на клиент. Таким образом, HTTP клиент становится зависимым от клиента, а клиент действует как зависимость для HTTP клиент. То же самое и с другими классами. Причем, чтобы не нарушать принцип инверсии зависимости, мы должны ссылаться не на саму реализацию класса, а на его абстракцию. К примеру, взять person репозиторий. Он просто использует объекты, которые мы передали ему в конструктор через абстрактный интерфейс. Для него совершенно не важно, какой именно класс прячется за этими интерфейсами. Важно, что он реализует требуемые интерфейсы и умеет выполнять необходимые операции. Другими словами, создавая объекты конкретного класса, вы тем самым завязываетесь на этот класс и увеличиваете связанность кода. Почему это плохо? Да потому что у вас гарантированно возникнут проблемы, если потребуется заменить используемый класс. Например, вы используете в качестве хранилища информации локальную базу данных. И хорошо с этим живете, но неожиданно требования меняются, и теперь необходимо загружать данные сервера. Как результат, вам нужно написать новый класс и внедрить его везде, где использовался старый. Чем больше таких мест в коде, тем сложнее и, как следствие, дороже обойдется реализация. А если с самого начала везде использовать не конкретный тип, а абстрактный интерфейс, который реализует оба хранилища данных, локальную базу и удаленный сервер, то замена пройдет куда проще. Основной код даже не узнает, что какой-то из составляющих его компонентов изменился. Вам просто нужно будет в одном или нескольких местах приложения вызвать другой конструктор. Поэтому, чтобы избежать такие вложенные зависимости, мы можем положиться на некоторый общий класс или контейнер или сервис-локатор, который будет регистрировать и управлять нашими зависимостями в приложении. И процесс, когда мы управление зависимостями внутри нашего приложения предоставляем какому-то отдельному компоненту или классу, называется Dependency Injection или внедрением зависимостей. И для реализации Dependency Injection мы будем использовать шаблон сервис-локатор, который реализован в библиотеке GetIt. GetIt позволяет управлять зависимостями внутри приложения вне дерева виджетов, то есть без использования билд-контекста. Давайте мы подключим данную библиотеку в наш проект.
Работа с сервис-локатором делится на два этапа. Это регистрация объектов и получение объектов. Для регистрации объектов GetIt предоставляет следующие методы. Он позволяет регистрировать фабрики для класса T, который будет создавать новый экземпляр класса T. Также позволяет передавать параметры в эти фабрики в качестве аргументов конструктора. Также позволяет регистрировать синглтоны и lazy синглтоны для класса T. Причем каждый запрос на получение класса T будет возвращать один и тот же экземпляр класса T, в отличие от регистрации фабрик. И singleton with dependency. Он регистрирует синглтон только после регистрации объектов, от которых он зависит. А также есть еще асинхронные версии этих методов. К примеру, если нам нужно зарегистрировать класс асинхронным конструктором или сначала нужно что-то подгрузить, а потом только создать нужный класс, то нужно использовать данные методы. И получение объектов. Здесь GetIt предоставляет два метода. Это get и getAsync с параметрами. Если, соответственно, мы регистрируем наш класс с параметрами. Причем важно знать, получение класса строго зависит от того, каким способом он был зарегистрирован. То есть, если мы использовали Register Factory, то данный класс можем получить только через get. Если мы использовали Register Factory Async, то его мы сможем получить только с использованием getAsync. Итак, давайте зарегистрируем все наши классы, используемые в приложении. Все настройки мы будем производить в новом файле, который мы создадим в корневой папке lib. Итак, давайте файл я назову как locator service. И давайте в этом файле создадим переменную, которую я назову SL, то есть от сервис локатор. И она у нас будет содержать getItInstance. Вся регистрация классов в сервис-локаторе у нас будет происходить в методе init. Регистрировать классы будем сверху вниз по потоку вызовов. В нашем случае это означает, что мы начнем с PersonListQubit и search блока и закончим внешними зависимостями, такими как Shared Preferences и HTTP клиентом. Поэтому общая структура в методе init будет следующая. Сначала мы начнем с блок и qubit. Потом у нас пойдут use cases. Далее пойдут репозитории. Затем у нас пойдет core или сеть. И затем уже внешние зависимости. Итак, давайте начнем с блока qubit. Регистрировать их будем в качестве фабрик, а не как синглтоны, так как они очень близки к пользовательскому интерфейсу. И если наше приложение, к примеру, будет иметь несколько страниц, между которыми мы будем перемещаться, то мы, вероятно, захотим выполнить некоторую очистку, например, закрыть потоки блока с помощью метода dispose объекта stateful_widget. А наличие синглтона для классов с таким типом удаления приведет к попытке использовать блок или qubit с закрытыми потоками, вместо того, чтобы создавать новый экземпляр с открытыми потоками всякий раз, когда вы попытаетесь получить объект такого типа из GetIt. Итак, обращаемся к переменной SL и вызываем метод Register Factory, который нам будет возвращать PersonListQubit. Давайте подключим наш qubit. И здесь в параметр конструктора мы передадим сервис-локатор. И также подключим наш блок. В качестве параметра search_person он будет принимать переменную SL. Следующие классы мы будем регистрировать как lazy синглтоны. Единственное различие между обычным синглтоном и lazy синглтоном состоит в том, что первый синглтон всегда регистрируется сразу после запуска приложения, тогда как ленивый синглтон регистрируется только тогда, когда он запрашивается как зависимость для какого-то другого класса. И здесь мы будем регистрировать наши use cases. Для этого используем метод register lazy singleton. Первый use case, который мы будем возвращать, это getAllPersons. В качестве параметра мы просто передадим SL. И зарегистрируем второй use case.
Это Search Person. Теперь у нас пойдут репозитории. Сначала зарегистрируем Person репозиторий, его имплементацию. Здесь Register Lazy Singleton будет принимать тип Person репозиторий. А возвращать мы будем Person репозиторий Impl. И он у нас принимает Remote Data Source, Local Data Source и Network Info. Поэтому здесь реализуем параметр Remote Data Source. В него мы передадим SL. Потом Local Data Source и Network Info. И здесь мы сразу зарегистрируем Person Remote Data Source и Person Local Data Source. Здесь мы будем возвращать Person Remote Data Source Impl. И в качестве параметра мы должны передать клиент. То есть наш http.клиент. Давайте подключим http. И теперь зарегистрируем Person Local Data Source. Возвращать мы будем Person Local Data Source Impl. И в качестве параметра Shared Preferences мы передадим SL. Следующее, что нам надо зарегистрировать, это Network Info. И возвращать мы будем Network Info. Impl. И в качестве параметра передадим SL. Итак, мы переместились вниз по цепочке вызовов в сферу сторонних библиотек. И здесь нам нужно зарегистрировать HTTP клиент и Internet Connection Checker. Давайте сразу их зарегистрируем. Здесь мы будем возвращать HTTP клиент и зарегистрируем Internet Connection Checker. И нам также осталось зарегистрировать Shared Preferences. В отличие от всех других классов, Shared Preferences нельзя просто создать с помощью обычного вызова конструктора. Вместо этого мы должны вызвать Shared Preferences getInstance, который является асинхронным методом. То есть мы можем записать просто его следующим образом. К примеру, SL, Register, однако в этом случае функция высшего порядка вернет нам Future Shared Preferences, чего мы не хотим. Поэтому мы зарегистрируем простой экземпляр Shared Preferences следующим образом. Давайте создадим переменную Shared Preferences, куда мы поместим Shared Preferences getInstance. И далее мы будем возвращать нашу переменную Shared Preferences. Теперь нам нужно только дождаться вызова getInstance у Shared Preferences вне регистрации, что потребует изменения нашего метода init. И теперь наш метод будет возвращать FutureVoid. И он у нас уже будет асинхронным. Все, наш сервис-локатор готов. Мы зарегистрировали все необходимые для нас классы.
Однако метод init не будет вызван волшебным образом сам по себе. Мы несем ответственность за его вызов. И лучшее место для инициализации этого локатора сервисов – это вызвать его внутри функции main. Давайте перейдем в файл main.dart. И вот в этом месте мы будем вызывать наш сервис-локатор. Сначала давайте добавим widgets flutter binding ensure initialized. И здесь мы будем вызывать наш метод init. Только давайте мы будем обращаться через объект, к примеру, DI, то есть Dependency Injection. Причем мы должны наш метод void сделать асинхронным и дождаться выполнения метода init. Почему вообще именно здесь? Нам важно ждать future, даже если оно возвращает нам тип void. Мы определенно не хотим, чтобы пользовательский интерфейс создавался до того, как какая-либо из зависимостей будет зарегистрирована. Иначе это приведет к краху приложения. Поэтому мы наш метод main сделали асинхронным и дожидаемся регистрации всех наших библиотек. И только после этого мы уже создадим наш пользовательский интерфейс. Ну и давайте немного изменим класс MyApp. Итак, наше приложение содержит два блока, то есть блок и кубит. Поэтому мы будем здесь возвращать не контейнер, а мультиблок провайдер, который предоставляет нам свойство providers. И в этом свойстве мы можем перечислить наш кубит и блок. Обращаемся к блок провайдер. Первый блок провайдер у нас будет иметь person list кубит. И в параметр create мы передадим контекст, а возвращать мы будем SL с типом person list кубит. Давайте подключим наш локатор сервис. То есть здесь мы пока только обращаемся к нашему person list кубит, не вызывая у него никаких методов. И то же самое реализуем для person search блок. Ну и давайте в child добавим material app. Здесь у него создадим тему через виджет ThemeData с конструктором dark. И в copy-with мы будем передавать background color. Пока давайте сделаем colors black. И scaffold background color. Давайте сюда мы будем передавать gray. И реализуем параметр home, в который передадим виджет homepage, то есть нашу страничку. Давайте в папке page создадим наш homepage и назову его как person screen.dart. Это у нас будет просто stateless widget, который так и назовем homepage. Подключим материал, и возвращать он у нас пока будет контейнер. И подключим homepage в main.dart. Теперь, когда мы реализовали локатор сервисов, ничто не может помешать нам написать полностью функциональный пользовательский интерфейс, который реализуем уже в следующих видео. Реализацию пользовательского интерфейса разобьем на три части. В первой части мы реализуем отображение списка персонажей, во второй части мы реализуем отображение детальной информации о персонаже, а в третьей части реализуем поиск персонажей. И в конце будет домашнее задание. В прошлом видео мы реализовали сервис-локатор и изменили класс MyApp. Здесь через блок провайдеры мы получаем зарегистрированные экземпляры person list кубит и person search блок из сервис-локатора, который в свою очередь запустит все
lazy singletony, зарегистрированные в предыдущем видео. А также свойству home мы передали класс widget homepage. Прежде чем начнем, предлагаю реализовать нашу цветовую схему приложения. Для этого давайте создадим в корневой папке lib подпапку, которую я назову как common. И в этой папке создадим файл, который я назову как AppColors. И этот файл у нас будет содержать цвета для нашего приложения. Итак, давайте класс я назову как AppColors. Итак, первый цвет у нас будет отвечать за main background. И зададим его через конструктор color. Это будет 16-ричное значение. Давайте подключим материал. Следующий цвет у нас будет отвечать за цвет ячейки. Назову его cell background. И он будет у нас принимать следующее значение. И последний цвет, который у нас будет содержать приложение, это будет gray color. И зададим ему следующее значение. Итак, мы с вами реализовали AppColors. Теперь вернемся в файл main.dart. И в теме background color и scaffold background color поменяем цвета на только что созданные. Итак, обращаемся к нашему классу AppColors. И background color у нас будет содержать main background color. И scaffold background color будет также содержать main background color. Все, теперь давайте начнем с реализации класса homepage. Перейдем на страничку personscreen.dart. Итак, возвращать мы будем scaffold. Реализуем AppBar. У него реализуем свойство title. И title назовем как characters. Сделаем по центру наш title. И давайте добавим actions, который будет содержать кнопку поиска в правом верхнем углу. И реализуем эту кнопку через icon button. В качестве параметра icon передадим иконку. OnPress пока оставим пустым. И зададим цвет нашей иконки через свойство color. Иконка у нас будет белого цвета. Итак, вот что у нас получилось. Ну и теперь у scaffold реализуем body, куда мы передадим persons list, который мы сейчас реализуем. Это у нас будет widget класс, поэтому давайте его создадим в папке widgets. И назову его как persons list widgets. Это у нас также будет stateless widget. Назовем его persons list. Подключим материал. И давайте этот виджет сразу подключим в файле personscreen. Итак, мы должны отображать различные виджеты в зависимости от состояния, выведенного из PersonListQubic. К примеру, при загрузке будет отображаться индикатор прогресса, при ошибке, конечно же, будет отображаться сообщение об ошибке и так далее. Поэтому, чтобы обработать создание таких виджетов в соответствии с текущим состоянием кубита, воспользуемся блок-билдером. Итак, вместо контейнер будем возвращать блок-билдер. Как я уже сказал, блок-билдер обрабатывает создание виджета в ответ на новые состояния. Он очень похож на StreamBuilder, но имеет более простой API для уменьшения объема необходимого шаблонного кода. И в качестве первого типа он будет принимать кубит, а в качестве второго состояние. Поэтому сюда мы передадим person list кубит, а во второй тип мы передадим person state. Также он требует реализацию метода builder. В качестве параметров он принимает текущий контекст и state, то есть состояние. И с помощью state
Мы пробежимся по состояниям и отобразим необходимые нам виджеты. Итак, если state у нас is person loading и state у нас is first fetch, тогда мы будем возвращать индикатор загрузки. Это у нас будет приватный метод. И назовем его как loading индикатор. Давайте его сразу реализуем. Сделаем небольшой отступ через виджет padding. И давайте отступ по всем краям сделаем 8. А в параметр child передадим circular progress индикатор, разместив его по центру. Таким образом, если у нас сейчас состояние person loading, и мы получаем первую страницу с 20 персонажами, тогда отображаем индикатор загрузки. А если наши персонажи успешно загружены, то есть обрабатываем состояние person loaded, тогда мы их всех давайте поместим в переменную, к примеру, persons. По умолчанию она будет пустой. Итак, когда мы всех персонажей загрузили, мы их будем помещать в эту переменную, которую потом будем использовать для построения list view, то есть нашего списка. Ну и теперь возвращать мы будем list view. Я здесь буду использовать list view separated. Так, сначала давайте реализуем сепаратор builder. Он принимает контекст и индекс. И возвращать мы будем виджет divider. То есть мы будем разделять наши ячейки. И цвет мы ему зададим серый. Со значением 400. Теперь давайте реализуем item count. Ну здесь все просто. Будем отображать количество загруженных персонажей из переменной persons через свойство range. И теперь давайте реализуем item builder. Он принимает контекст и индекс. А возвращать давайте пока текст. Ну и в текст давайте просто будем пока выводить информацию о персонажах. Итак, давайте перестроим наш проект. И как видите, мы ничего не получили, так как мы у Qubit не вызвали метод loadPerson. Для этого давайте вернемся в main.dart и у PersonListQubit вызовем данный метод loadPerson. И перестроим наше приложение. Итак, мы обратились по этому endpoint, записали в кэш 20 персонажей. И вот мы их вывели. То есть у нас идет person model по индексу 1, это первый персонаж, потом второй, потом третий и так далее. Вот все 20 персонажей. Хорошо, давайте вместо этого текста будем выводить карточки с краткой информацией о персонажах. Поэтому заменим текст на виджет person card, который будет в параметр, к примеру, person, получать наших персонажей по индексу. Ну и теперь необходимо реализовать person card. Создадим новый файл в папке widgets. Я его назову как person card widget. Это у нас также будет stateless widget. Назовем person карты. Подключим материал. Итак, здесь нам потребуется поле, в котором мы через конструктор будем передавать каждого персонажа в эту карточку.
Поэтому давайте создадим данное поле. Person Entity будет возвращать. Person. Создадим конструктор, который будет принимать именованный параметр Person. И давайте этот виджет сразу подключим. И теперь реализуем Person Card. Начнем с общего контейнера, на котором будет справа находиться картинка персонажа, а слева краткая информация о нем. И предлагаю у этого контейнера задать цвет и радиус через параметр Decoration. В Color мы передадим цвет ячейки через наш класс AppColors и закруглим немножечко края у нашего контейнера. Поставим значение 8. И в параметр Child мы будем передавать row. У него реализуем Children. Итак, первым, что мы отобразим, это картинку персонажа в нашем контейнере слева. Так, и в параметр Child я передам Image Network. И здесь мы обращаемся к переменной Person и вызываем свойство Image. Давайте перестроим наше приложение, посмотрим, что у нас получилось. Так, мы получили картинки. Они у нас большие. Давайте зададим контейнеру ширину и высоту 160, к примеру, на 160. Отлично. Сделаем небольшой отступ через Sizebox. По ширине сделаем отступ в 16 единиц. Далее будет справа краткая информация о персонаже. Итак, чтобы информация у нас правильно распределилась в этой карточке, воспользуемся виджетом Expanded. А в Child я буду передавать виджет Column. Потому что у нас будет информация идти сверху вниз. Так, давайте здесь у Column зададим свойство Cross Axis Alignment. И поставим его в значение Start. Итак, сверху сделаем небольшой отступ от карточки через Sizebox. По высоте сделаем значение 12. Далее у нас пойдет текст, который будет выводить имя персонажа, Person Name. Зададим стиль для нашего текста через Text Style. Так, давайте font size я поставлю значение 20. Цвет я поставлю значение white. И зададим толщину нашего шрифта. Font weight. Font weight давайте я сделаю 700. Итак, вот что у нас получилось. Итак, теперь под именем будем отображать статус нашего персонажа. Давайте также сделаем небольшой отступ через Sizebox по высоте, ну, к примеру, на 4 единицы. И далее через row реализуем статус. Давайте размер нашего статуса сделаем по ширине 8. Точнее, по высоте 8, по ширине тоже 8. И через Decoration мы его округлим. Сначала давайте зададим цвет. Если у нас Person статус, который мы получим, будет равен значению Alive, то есть жив, тогда мы будем его отображать зеленого цвета.
А иначе, если персонаж уже умер, тогда будем отображать статус красного цвета. Так, вот что у нас получилось. И давайте статус сделаем круглым через Border Radius. Поставлю значение 8. Отлично, снова сделаем небольшой отступ через Sizebox. По ширине сделаем отступ на 8 единиц. И далее будем выводить текст. Итак, здесь будем выводить статус персонажа person. .status. И person species. Итак, то есть жив, он является человеком. Этот жив, но является чужим. И давайте зададим стайл для нашего текста. Цвет зададим белый. Давайте реализуем свойство MaxLines. Поставим значение в 1 и реализуем Overflow. Так, это у нас будет текст Overflow со значением Ellipsis. Итак, теперь будем выводить локацию нашего персонажа. Сделаем небольшой отступ. По высоте поставлю значение 12. Далее у нас будет идти текст. Итак, текст у нас будет следующий: last known location. То есть последняя известная локация данного персонажа. Зададим style. Здесь мы передадим color. И давайте обратимся к нашему классу AppColors и передадим Gray Color. Итак, вот появился Last Known Location. Снова сделаем небольшой отступ со значением 4. И под Last Known Location будем выводить саму локацию. То есть это у нас будет Person Location Name. Я задам стиль. Цвет я установлю значение White. И также давайте MaxLine поставлю значение единицы. И Overflow значение Ellipsis. Так, вот что у нас получилось. Снова сделаем отступ со значением 12. И теперь будем выводить Origin. Так, задам цвет AppColors Gray. Снова сделаем отступ со значением 4. И также у нас будет следующий идти текст. Person Origin только. Name. Ну, остальное все так же. Давайте посмотрим. Так, ну вроде нормально. Снова сделаем отступ. Со значением только уже давайте, например, 16. От края карточки нашей. И сделаем еще общий отступ. Так, это где-то вот здесь. Только по ширине. Наша карточка готова. Но давайте картинки персонажей будем кэшировать через пакет Cache Network Image. И давайте сразу этот пакет подключим в наше приложение.
И далее мы с вами создадим отдельный виджет, который будет обрабатывать изображение, и назовем его Person Cache Image виджет. Это у нас будет stateless виджет. Назовем класс Person Cache Image. Подключим материал. Итак, наша картинка должна принимать следующие параметры. Это ширину, высоту и ссылку на саму картинку. Поэтому давайте реализуем следующие поля для этого класса. Это image URL и ширину и высоту. Сделаем конструктор для этих полей. И возвращать мы будем Cached Network Image. Итак, он у нас будет реализовывать параметр вид, потом height, потом image URL. Если картинка не найдена, будем просто отображать пустое значение. И реализуем у него три метода. Первый метод image builder. В качестве параметров он принимает контекст и image provider. И возвращать мы будем image widget, который реализуем чуть позже. Принимать он будет image provider. Потом реализуем placeholder. Он будет принимать тоже контекст и URL. И когда у нас картинка загружается, мы будем отображать индикатор загрузки по центру картинки. И реализуем error widget. Когда у нас идет сбой картинки, то есть картинка не загрузилась. Принимать он будет контекст, URL и error. И возвращать мы будем image widget. Так, а здесь мы будем возвращать картинку через asset image, которую мы сейчас с вами подключим к нашему проекту. И путь у нее будет такой: assets images no image .jpg. Давайте реализуем сначала этот виджет. Возвращать он у нас будет виджет. Так, а принимать он будет image provider. А возвращать мы будем контейнер. Мы на контейнер сейчас накинем некоторую декорацию через параметр decoration, box decoration. Итак, наши картинки сейчас квадратные, немножко их закруглим. Так, и закруглим их. Так, значит, top left. И закруглим по параметру bottom left. Теперь реализуем параметр image. Так, воспользуемся decoration image. У него необходимо реализовать image, куда мы передадим image provider. И через параметр fit мы ему дадим значение box fit cover. Так, отлично, наш Person Cache Image готов. Давайте создадим папку в корне проекта. Папку я назову Assets. Она будет содержать подпапку Images. И загрузим туда картинку. Картинка выглядит следующим образом. И теперь перейдем в pubspec.yaml и загрузим нашу картинку в проект.
Так, Assets, Images, No image.jpg. Давайте сохраним. И теперь перейдем в Person Card Widget, и где мы с вами реализовывали загрузку картинки, поменяем все вот это дело на наш созданный виджет. Person Cache Image. По ширине картинки зададим значение 166, по высоте тоже 166, и Image URL передадим Person Image. Давайте перестроим наш проект. Итак, у меня вышла ошибка, потому что я подключил Asset, а нам необходимо остановить приложение, ну то есть полностью перезапустить наше приложение. Ну вот теперь выглядит все гораздо лучше. Каждая картинка имеет свой лоудер, а также мы реализовали кэширование их на наше устройство. Итак, давайте вернемся в Person List Widget и реализуем состояние Person Error. Если у нас картинки загрузились, а если не загрузились, то есть если state is Person Error, тогда мы будем возвращать текст state message. Задам некоторый стиль для него. Цвет я поставлю белый. И font size я поставлю значение 25. Так. Проверим наше состояние. Для этого давайте в файле Person Remote Data я сделаю в endpoint ошибку. Ну, к примеру, давайте здесь цифру 1 поставлю. Перезагружаем наше приложение. И у нас должна отобразиться ошибка. А то, что сервер failure. Итак, ошибка у нас не отображается, потому что где-то ошибка в блоке, точнее в кубите. Да, здесь я эмичу состояние Person Loaded, а Person Error у меня без эмита. Поэтому через метод emit будем вызывать Person Error. Снова перезагружаю наше приложение. Так, обращаемся по ссылке и получили сервер failure. И давайте сразу еще проверим работу кэша. Я отключу приложение от сети. И давайте перестроим приложение. Итак, мы с вами получили из кэша 20 персонажей. Как видите, они у нас успешно закэшировались. Ну и теперь осталось реализовать подгрузку наших персонажей. Для этого нам потребуется scroll контроллер. Давайте я создам переменную, которую назову scroll контроллер. И теперь нам необходимо настроить наш scroll контроллер. Настройку предлагаю вынести в отдельный метод. И назовем его как setup scroll контроллер. Он у нас будет принимать build контекст. Итак, на scroll контроллер мы поставим слушателя, add listener. И далее сделаем проверку, находится ли прокрутка близко к нижней части нашего списка. Если scroll контроллер position at edge, и если scroll контроллер position pixels не равен нулю,
тогда у нас будет выполняться подгрузка. То есть мы должны вызвать метод loadPerson у Qubit. Мы можем вызвать его следующим образом. Обращаемся к блок провайдер, вызываем у него контекст, где в метод of мы передадим наш person list Qubit, и далее вызываем метод loadPerson. Либо можем воспользоваться более короткой формой записи. Обращаемся, к примеру, к контексту, вызываем у него метод read, куда мы передадим наш в качестве типа person list Qubit. И у метода read вызываем уже метод loadPerson. Итак, настройку scroll контроллера мы выполнили. И теперь давайте этот метод будем вызывать в методе build. Также нам потребуется вспомогательная переменная, которая будет отвечать за отображение индикатора внизу экрана при подгрузке персонажей. Давайте переменную я назову как isLoading. По умолчанию она будет иметь значение false. И реализуем еще одну проверку на состояние personLoading. Иначе, если state is personLoading, тогда мы в переменную persons отдаем all persons list и меняем значение переменной isLoading на противоположную. То есть записываем старых персонажей, и при выполнении состояния person loaded будут добавлены новые персонажи к старым. И теперь у ListView мы должны реализовать контроллер, в который передадим scroll контроллер. И также у параметра item count сделаем следующее. Если у нас person length так isLoading, тогда мы будем отображать на один элемент списка больше, а иначе 0. То есть, когда мы дойдем до конца нашего списка, мы будем отображать индикатор загрузки. Когда он все загрузит, мы его будем убирать. То есть, будет присваиваться значение 0 нашей ячейки. И теперь в этом билдере сделаем следующую проверку. Если у нас индекс меньше, чем person length, тогда мы будем возвращать person card. А иначе мы будем возвращать индикатор загрузки. Loading индикатор. Давайте перестрою я приложение и посмотрим, что у нас получилось. Итак, обращаемся к первой странице. Наши персонажи закэшировались. Итак, у нас реализовалась вторая страница. И как видите, мы индикатор загрузки не наблюдаем. Точнее, он быстро проскакивает. Поэтому для него давайте сделаем таймер. Подключим наш таймер. Для этого добавим библиотеку Dart Async. И здесь реализуем widget Duration. И у него вызовем параметр milliseconds. И миллисекунды поставлю значение 30. И здесь обращаемся к нашему scroll контроллеру и вызываем метод jumpTo. И в этот метод мы передадим scroll контроллер. Вызываем у него position. И у position вызываем свойство max scroll extend. Давайте снова я перестрою приложение и посмотрим, что у нас получилось на этот раз. Так, проверяем. И как видите, у нас теперь индикатор загрузки отображается корректно. Итак, в этой первой части видео мы с вами реализовали отображение списка персонажей, а также их подгрузку с помощью scroll контроллера. В этом видео реализуем страницу, которая будет отображать более детальную информацию о персонаже.
Давайте в папке Page создадим новый файл. И файл я назову как person detail screen. .dart. Итак, это у нас будет stateless widget. И давайте данный виджет назовем как person detail page. Подключим материал. Так, у меня тут создался конструктор. Давайте я его пока уберу. Итак, нам нужно по нажатию на карточке с персонажем перейти на этот экран. Поэтому в виджете Person Card Widget предлагаю разместить Gesture Detector. Он позволит обрабатывать нажатия по виджету, который мы передадим ему в параметр Child. А передавать мы будем нажатия по всей карточке. Поэтому возвращать будем уже Gesture Detector и в Child передадим весь этот контейнер, который содержит все виджеты для описания этой карточки. Давайте обернем контейнер виджет Gesture Detector. И реализуем у него метод onTap. И давайте реализуем переход на другую страницу через навигатор и его метод push. Вызываем у него метод push. Итак, push у нас принимает два параметра. Это контекст и route. Контекст у нас есть. Он реализован в методе build в качестве параметра. Мы его сюда передаем. И осталось реализовать route. Route мы реализуем через Material Page Route. И у него необходимо реализовать метод Builder, который будет принимать контекст. А возвращать мы уже будем наш виджет Person Detail Page. Отлично. И теперь, когда мы нажмем на нужную нам карточку, то мы должны получить всю необходимую информацию о персонаже. И вся эта информация хранится в переменной person. Поэтому в качестве параметра в person detail мы будем передавать эту переменную. Единственное, что осталось, это реализовать параметр person у виджета person detail page. Это person entity будет. И давайте также назовем переменную person. И создадим конструктор. Давайте сохраним. И давайте попробуем что-нибудь вывести на экран при переходе на нашу страницу. Обращаемся к переменной person. Ну, к примеру, выведем имя нашего персонажа. Так, я нажимаю на карточку. И вот мы получили имя данного персонажа. Ну и теперь осталось реализовать сам Detail Page. Только давайте параметр person сделаем обязательным. Итак, вместо контейнера мы будем возвращать scaffold. У него реализуем AppBar. У AppBar реализуем title, который будет называться как character. И теперь реализуем параметр body. Значит, смотрите, у нас сначала идет имя, потом картинка, статус, гендер и так далее. То есть наши поля располагаются в виде колонки. Поэтому предлагаю возвращать колонку. Column. Сначала будем выводить имя персонажа через виджет текст. Итак, обращаемся к переменной person и вызываем у него свойство name. И я задам некоторый стиль. Итак, давайте font size я сделаю 28. Цвет нашего текста я сделаю белым. И толщину шрифта я сделаю W700. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, мы переходим на страницу и получаем имя нашего персонажа. Предлагаю сделать вот такой вот небольшой отступ.
через Widget Size Box. Высоту давайте я задам, например, 24. Отлично. Теперь отобразим картинку нашего персонажа. Также сделаем отступ от текста на 12 единиц. И здесь мы будем отображать картинку через наш виджет Person Cache Image. И картинку мы будем отображать в контейнере, в который мы поместим наш кастомный виджет Person Cache Image. По ширине и по высоте картинка у меня будет принимать 260 единиц. И саму картинку мы будем брать с переменной Person Image. Отлично. Следующее, что мы реализуем, это статус нашего персонажа. Живой он или мертвый. Снова давайте сделаем небольшой отступ от картинки на 16 единиц. Итак, нам необходимо здесь отобразить вот такой вот зеленый кружочек и название Alive, либо Unknown, либо Dead. И эти два виджета у нас будут располагаться в виджете Row. Итак, чтобы создать такой кружочек, я буду использовать контейнер и Box Decoration. Ну, давайте контейнер сделаем по высоте 12 и по ширине тоже 12. И через параметр Decoration мы его закруглим. Итак, Box Decoration, зададим цвет ему. Цвет у нас будет зависеть от статуса. Поэтому, если у нас person статус у нас будет равен alive, тогда мы цвет отображаем зеленый, а иначе красный. Давайте сохраним. Так, вот появился наш контейнер. Давайте его закруглим через параметр border radius. Так, border radius. Используем конструктор circular и сюда передадим значение 8. Итак, контейнер мы реализовали. Теперь сделаем небольшой отступ по горизонтали в виджете Row. И после отступа будем отображать текст. Так, только мы отступ будем делать не по высоте, а по ширине. Давайте отступ сделаем на 8 единиц. И теперь выведем текст. Выводить мы будем person status. И для этого текста я задам некоторый стиль. Цвет я сделаю белый. И давайте размер шрифта сделаем 16 единиц. Ну и можно реализовать параметр maxLine, установив ему значение 1. Только давайте наш статус расположим по центру. Для этого вызовем main_axis_alignment. И в параметр main_axis_alignment передадим центр. Так, ну в принципе все. Теперь нам необходимо реализовать вот эти все поля. Давайте сделаем отступ уже по высоте. Так, ну давайте на 16 единиц отступим сверху от этой надписи. Итак, что будем отображать? Отображать мы будем текст и его значение. Потом снова текст, его значение, текст, его значение, текст, его значение и так далее. Первым у нас идет гендер. Это у нас текст. Задам некоторый стиль для него. Цвет текста я поставлю в значение UpColors. Давайте Gray Color.
И теперь выведем его значение. Давайте это скопирую. За гендер у нас отвечает свойство гендер. Только давайте этому значению поставим цвет белый. И давайте между текстом и его значением сделаем небольшой отступ. К примеру, на 4 единицы по высоте. И также здесь давайте сделаем отступ между нашими виджетами. Ну, давайте поставлю значение 12. Ну и теперь осталось реализовать остальные поля. Они, в принципе, будут похожими на первое поле. И чтобы не дублировать весь этот код, давайте мы все это дело вынесем в отдельный метод. И давайте метод я назову как buildText, к примеру. Значит, данный метод у нас будет принимать два параметра. Это сам текст и его значение. Так, и наш метод buildText будет возвращать список вот этих вот виджетов, потому что они у нас размещены в колонн. То есть лист виджет. Здесь мы будем использовать вместо gender текст. А здесь мы будем использовать вместо person gender value. Ну вот, в принципе, наш метод готов. Теперь давайте мы им воспользуемся. Итак, сначала у нас идет gender. Давайте вызовем наш метод buildText. В качестве текста мы передадим gender, а в качестве значения person gender. Итак, вот мы с вами его получили. Ну и теперь реализуем остальные поля. Это количество эпизодов, где участвовал данный персонаж, потом к какой расе относится, потом последняя его локация, первоначальная локация и когда он был создан. Опять обращаемся к нашему методу. Итак, тут у нас будет number of episodes. За это отвечает значение person episode. Так, это у нас список стрингов, поэтому возьмем количество наших эпизодов через свойство range. Так, и его необходимо привести к типу toString. Так, вот мы получили количество эпизодов. Следующее у нас идет это species. Дальше у нас идет last non-location. За это у нас отвечает свойство location. А у него свойство name. Следующее идет у нас origin. Person origin, у него свойство name. И когда был создан наш персонаж, was created. Обращаемся к person created. Итак, вот мы с вами реализовали детальную информацию о нашем персонаже. Давайте посмотрим на других персонажей. Так, unknown. Так, у нас, кстати, есть еще такое поле, как person type.
Если посмотреть по запросу на это поле, то оно может быть у нас пустым, а может и содержать какую-то информацию. Давайте мы его тоже учтем, только с проверочкой. Если person type у нас is not empty, то есть не пустое, тогда мы его будем также отображать. Type person type. Это надо найти персонажа, у которого есть тип. И, кстати, давайте, может, сделаем эту всю информацию прокручиваемой. То есть будем использовать виджет Single Child Scroll View. Давайте весь этот виджет column обернем в этот виджет Single Child Scroll View. Сохраним. Так, давайте еще зададим пэддинг. Так, Edge Insets Symmetric. По горизонтали отступы давайте сделаем по 16 единиц. Слева и справа. Так. Давайте посмотрим. Отступ небольшой сделаю. Да, теперь у нас прокручивается наша карточка. Ну ладно, вернем назад. Это для того, чтобы, если наша информация не влазит на экран, то мы ее могли прокрутить. Ну вот, в принципе, и все. В этом видео мы с вами реализовали отображение детальной информации о каждом персонаже. В этом видео реализуем поиск персонажей по имени. И при нажатии на нужном нам персонаже мы также будем отображать детальную информацию о нем. Итак, у нас на главном экране есть кнопка, по нажатию на которой мы будем открывать окно по поиску персонажей. Кнопка у нас реализована в файле personscreen.dart. Реализация кнопки находится в параметре Actions. И у кнопки теперь давайте реализуем метод onPressed, по нажатию на который мы будем открывать окно поиска. Открытие окна поиска происходит с помощью метода showSearch. Данный метод принимает два параметра. Это контекст и класс делегата searchDelegate. Текущий контекст у нас есть. Он используется в методе build. И нам необходимо теперь передать класс для нашего делегата. Предлагаю создать наш собственный делегат. Назовем его Custom Search Delegate. Давайте мы создадим данный виджет в папочке Widgets. Создадим новый файл, назовем его как Custom Search Delegate. Это у нас будет класс, так его и назовем, Custom Search Delegate. И унаследуемся от класса Search Delegate. Давайте мы сразу его подключим в файле personscreen. И у данного класса нам необходимо реализовать 4 метода. Первый метод buildActions возвращает компонент, который отображается справа строки поиска. У нас это кнопка удаления текущего ввода. Второй метод это buildLeading. Он возвращает компонент, который отображается слева шапки, ну, например, стрелка назад. Следующий метод это buildResults. Он вызывается, когда был вызван метод showResults. То есть, когда мы нажимаем на кнопку «Начать поиск». И данный метод возвращает нам результат поиска. И последний метод buildSuggestions. Он обрабатывает то, что вводит пользователь.
Но перед тем, как мы реализуем эти методы, давайте создадим конструктор для нашего класса, в котором мы реализуем у суперконструктора поле search field label. Это то, что увидит пользователь перед набором текста. И здесь напишем search for characters. Так, его не надо делать константным. И давайте для метода build suggestions я сразу создам несколько подсказок, которые будут отображаться перед тем, как пользователь будет что-то вводить. Переменная у нас будет приватная. Ее так и назовем suggestions. И здесь будем говорить пользователю, что примерно надо вводить. А предлагать вводить будем имена наших персонажей. Первый это Рик, второй это Морти, к примеру. Самый. Бет. Ну и давайте последний Джерри. Итак, давайте начнем теперь с метода buildActions, который будет возвращать компонент справа от строки поиска. Это у нас будет кнопка удаления текущего ввода. То есть, когда пользователь что-то ввел, нажимает на эту кнопку и весь его ввод очищается. Здесь мы будем возвращать кнопку. Так как это у нас список виджетов, то это мы должны кнопку поместить в массив. Итак, icon button. Так, icon мы будем возвращать icons clear, то есть кнопку в виде крестика. И реализуем метод onPressed. Так, по нажатию на данной кнопке мы будем очищать наш запрос, то есть query у нас будет равен пустой строке. И будем вызывать метод showSuggestions, который принимает в качестве параметра контекст. Все, вот весь метод. Так, давайте я здесь буду возвращать пока null. Так, следующий метод, который предлагаю реализовать, это метод buildLeading. Он у нас будет отображать стрелку назад. И возвращать он у нас будет просто icon button. Icons arrow back. Ну, давайте outlined. И здесь реализуем метод onPressed. Так, и давайте еще реализуем у кнопки подсказку через параметр tooltip, что это кнопка назад, back. И здесь мы будем просто возвращать close. Ну, в принципе, который будет принимать контекст и вторым параметром значения null. Следующий метод давайте реализуем, это метод buildSuggestions, то есть отвечать будет за подсказки, за отображение вот этих подсказок в виде списка перед тем, как пользователь что-то будет вводить. Ну, мы будем возвращать их в виде списка. То есть list view и использовать конструктор separated. Итак, давайте реализуем каждый параметр. Item count – это количество элементов, которые находятся вот в этой переменной. Реализуем сепаратор builder. Он принимает контекст и индекс. А возвращать он просто будет разделитель между элементами. И реализуем item builder. Принимает он контекст и также индекс. Возвращать мы будем наши подсказки в виде виджета текст. То есть берем наши подсказки и выводим их по индексу. И давайте для них я задам стиль. Размер шрифта я установлю значение 16.
И толщину шрифта font weight я поставлю значение W400. Так, и давайте сделаем проверочку. Если у нас запрос query range больше нуля, ну то есть когда у нас пользователь начинает что-то вводить в поисковик, тогда мы все эти подсказки убираем и отображаем пустой контейнер, чтобы пользователю они не мешали, эти подсказки. Так, давайте сохраним. Так, ну вот, значит, смотрите. Вот конструктор, который отображает нам search for characters. Потом метод buildActions, который отображает кнопку clear. Потом метод buildLeading, который отображает кнопку назад, то есть закрывает это окно поиска. И вот наши подсказки в виде списка. Так, только давайте, наверное, сделаем padding. Так, edge inserts all. Ну, давайте отступы сделаем со всех сторон по значению 10. Ну и сами подсказки. И когда вот что-то вводим, подсказки убираются, то есть проверяется данное условие и отображается пустой контейнер. Нажимаем на кнопку крестик, все очищается, то есть наш query убирается, отображаются подсказки. И теперь реализуем метод buildResults, то есть когда пользователь что-то ввел и нажимает на кнопку Show Results, то есть показать результаты. Ну или вот Enter или поиск. Давайте небольшую подсказочку для нас напечатаем, что мы находимся именно в делегате. Inside Custom Search Delegate and Search Query. Также будем выводить введенный запрос в консоль из Query. Итак, за поиск у нас отвечает блок Person Search Block. И вот в этом методе build нам необходимо пробежаться по каждому состоянию. И в зависимости от состояния отображать нужный нам результат. Возвращать мы будем блок Builder. Итак, блок Builder у нас принимает два типа. Это блок и state. Так, это у нас будет Person Search Block и Person Search State. Вот они автоматом подключились. Метод Builder принимает два параметра. Это текущий контекст и State. Ну и давайте пробежимся по каждому стейту. Если state у нас из Person Search Loading, то есть когда мы нажимаем на кнопку показать результаты, у нас начинает происходить загрузка персонажей. В это время у нас будет выполняться Person Search Loading состояние, которое будет нам отображать индикатор загрузки. То есть здесь мы будем просто возвращать индикатор загрузки. Circular Progress Indicator. А иначе, если state is Person Search Loaded, то есть когда наши результаты загрузились и готовы к отображению, то мы их будем отображать. То есть здесь мы будем просто возвращать контейнер. И данный контейнер будет содержать у нас список наших искомых персонажей. Поэтому здесь я буду отображать список персонажей List View через конструктор Builder. Итак, нам необходимо отобразить количество найденных персонажей. За это отвечает параметр itemCount. Для этого потребуется вспомогательная переменная. Давайте я назову ее FinalPerson. И она будет в себе содержать найденных персонажей, обращаясь к стейту и к свойству persons. И вот мы ее и будем передавать в itemCount. Person Range. Только давайте сделаем проверку. Если person у нас is not empty, то есть не равен null,
тогда отображаем список персонажей, а иначе ничего не отображаем. Item Builder принимает у нас контекст и индекс. И вот как раз здесь мы и будем отображать наших персонажей. Давайте я создам еще одну вспомогательную переменную, которая будет иметь тип person entity. Назову переменную result. И она будет хранить себе информацию о найденных персонажах по индексу. И возвращать мы будем search result. Этот класс мы создадим чуть позже. И этот класс у нас будет принимать наш данный результат person result. И этот класс у нас будет отвечать просто за отображение. И этот класс у нас будет строить как раз карточки найденных персонажей. Чтобы здесь все это не писать, не расписывать. В принципе, давайте его сразу и создадим. Создадим новый файл в папке widgets. Файл назову как search result.dart. Это будет stateless widget search result. Создадим требуемое поле person entity person result и создадим конструктор. Это поле у нас будет required. Подключим material. И давайте этот класс также подключим в файл custom search delegate. Давайте сделаем проверку следующего состояния. Иначе, если state is person search error, то есть если к нам пришла ошибка, тогда мы будем отображать ошибку. Предлагаю отображение ошибки сделать в отдельном методе. Назовем его show error text. Так, и ошибку мы будем передавать от state, обращаясь к свойству message. Так, ну а иначе будем возвращать какую-нибудь картинку. Давайте не картинку, а иконку. Icons. Ну, к примеру, на wallpaper. Давайте реализуем метод showErrorText. Принимать в качестве параметра будет ошибку. Error message, к примеру. Возвращать он будет контейнер. Цвет контейнеру зададим черный. А по центру будем этого контейнера отображать текст. И задам стиль. Давайте font size поставлю значение 20. И font weight я сделаю жирным. Так, метод по отображению ошибки мы реализовали. Так, и давайте тут еще сделаем проверку. Если у нас переменная person пустая, то есть is empty, тогда будем отображать ошибку. Ну, к примеру, no characters with that name found. То есть персонажи с таким именем не найдены. Так, нам надо использовать search блок для того, чтобы мы могли при нажатии на кнопки поиск запустить поиск персонажей. Давайте обратимся к блок провайдеру of context person search блок. Так, и здесь мы у него вызываем метод add, а вызывать мы будем search persons, в котором мы передадим query, запрос.
Так, и listen поставим значение false, чтобы данный метод не выполнялся много раз. Давайте перестрою приложение. Правда, сейчас, наверное, ничего не отобразится. Нам необходимо реализовать search result. Так, ну давайте реализуем данный метод. Возвращать мы будем карт. То есть мы будем возвращать просто большую картинку и имя персонажа. Давайте реализуем параметр shape, где мы будем скруглять картинки через виджет round rectangle border. Так, border radius я задам значение, наверное, 8. Реализуем еще один параметр, это elevation. Я поставлю его значение 2.0. Ну и давайте мы в виде колонки отобразим, значит, картинку персонажа, его имя и локацию. Поэтому здесь мы воспользуемся виджетом column. Так, давайте, наверное, сначала отобразим имя. Вообще проверим, работает ли у нас поиск. Так, здесь мы обращаемся к person result и к свойству name. Так, зададим text style. Так, font weight я поставлю значение bold. И font size я поставлю значение 16.0. Так, давайте я сохраню все. И попробуем найти что-нибудь. Так, напишем Рик и нажимаем поиск. Так, вот он нашел всех персонажей с именем Рик. Вот наш запрос. Мы внутри Custom Search Delegate. И запрос по Рик. Так, давайте font size я увеличу. 26 поставлю. Так, давайте текст я оберну в виджет padding. Отступ сделаю. Так, и, наверное, у column cross-axis alignment, то есть параметр cross-axis alignment, я установлю значение start. Ну, в принципе, и по центру неплохо смотрелось. Ну да ладно. Теперь давайте отобразим локацию. Так, здесь у нас location name. Давайте bold, не bold, а, к примеру, W400 и поменьше поставим шрифт. Так, вот у нас появилась локация. Так, ну и теперь надо отобразить картинку. Так, картинку. Давайте вот здесь воспользуемся виджетом Sized Box. Давайте его высоту поставим в 300. По ширине она у нас, картинка будет занимать всю ширину экрана. Поэтому здесь ставим значение Double Infinity. Ну и передадим в Child Container. А здесь мы уже воспользуемся нашим виджетом Person Cache Image, который будет просто принимать image. Person Result Image. Так, давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, в принципе, нормально так. Теперь наш поисковик готов. И осталось реализовать такой функционал, что по нажатию здесь на картинку мы бы переходили на Person Detail Screen. Здесь все очень просто. Давайте виджет карта вернем в Gesture Detector и реализуем метод OnTap. Так, и здесь берем навигатор Push, принимает контекст и принимает Road. То есть Material Page Road. У него необходимо реализовать метод Builder, который принимает контекст. А возвращать мы будем Person Detail Page, куда мы будем передавать Person Result.
давайте сохраним, посмотрим, что получилось. Так, я нажал на картинку, и вот мы перешли на экран с детальной информацией о персонаже. Нажал на кнопку назад, мы опять вернулись на наш поисковик. Очищаем поиск. Давайте еще что-нибудь введем, например, несуществующее имя. Так, сервер failure, понятно. Ник. Так, нашел один персонаж у меня. Ну, отлично. Итак, в этом видео мы с вами реализовали поиск персонажа по имени. В этом блоке по чистой архитектуре мы перешли от идеи того, что такое чистая архитектура, к рабочему приложению, в котором мы реализовали идеи данной архитектуры. В процессе разработки приложения вы узнали, как создавать независимые уровни. Также вы познакомились с абстрактными классами или контрактами, благодаря которым происходит взаимодействие между уровнями. Также узнали о внедрении зависимостей. Также узнали о том, как можно кэшировать данные на устройство. Также познакомились с некоторыми интересными пакетами, к примеру, с пакетом Darts, который отлично подходит для управления ошибками, а также привносит реактивность в наше приложение, которое мы использовали в управлении состоянием через метод Fold. Также вы увидели, как можно реализовать управление состоянием в чистой архитектуре. Наше приложение, которое мы разработали на чистой архитектуре, легко модифицировать. Например, мы можем легко заменить REST запросы на GraphQL. И эта замена пройдет безболезненно для слоев бизнес-логики и представления. Вы также легко можете использовать REST запросы и GraphQL совместно или добавлять дополнительные сервисы. Также можно вносить изменения в слой представления, например, подготовить разный дизайн для пользовательского интерфейса, причем для разных платформ, и использовать единую бизнес-логику и данные. Либо, к примеру, можете перейти Shared Preferences на легковесную базу данных Hive. Также такая независимость слоев облегчает тестирование приложения. И, наконец, вы всегда можете заменить, к примеру, блок или кубит или что-то там по вкусу на другое управление состоянием. К примеру, блок заменить на провайдер или getX и так далее. И напоследок хочу вам порекомендовать такое расширение, как Flutter Feature Scaffolding. Это расширение поможет вам быстро сформировать фичи. Давайте посмотрим, как оно работает. Когда вы его установили, необходимо перезагрузить VS Code. И далее, для того, чтобы сформировать нужное вам features, щелкнем на папку lib. И вот в меню у вас появится такой пункт, как New Feature. Ну и, к примеру, давайте введем название фичи. Тест. И тут у нас два пункта. No и Yes. Если вы выберете No, то вам создастся фича вместе с блоком без Equitable. А если выберете Yes, тогда у вас создастся блок с использованием библиотеки Equitable. К примеру, давайте выберем Yes. И вот появилась нужная фича. Тут у нас уже готовые папочки. И вот сразу у нас создался блок с пустым состоянием и событием при использовании библиотеки Equitable. А также предлагаю вам выполнить небольшое домашнее задание, суть которого заключается в том, чтобы у поиска нашего приложения реализовать подгрузку оставшихся персонажей, так как сейчас поиск выдает максимум 20 персонажей. Если их больше, то мы их просто не увидим. Так что практикуйте принципы, которые вы узнали здесь, и создавайте что-нибудь потрясающее.